Представьте, что вы можете глубоко сосредоточиться, избавиться от отвлекающих факторов и раскрыть свой истинный потенциал. Эта аудиокнига рассказывает, как простая детоксикация дофамина может перестроить ваш мозг для достижения беспрецедентной продуктивности и концентрации. Готовы избавиться от отвлекающих факторов? Ваше путешествие начинается сейчас. Вы уже сталкивались с этим раньше. Желание проверить телефон, как только он завибрирует, пролистать ленту, чтобы узнать, что происходит в мире, поддаться мгновенному порыву удовольствия от нового уведомления. Это вызывает привыкание, не так ли? Но вот в чем проблема. Каждый раз, когда вы поддаетесь этим отвлекающим факторам, вы меняете свой мозг. Крошечная порция дофамина, гормона удовольствия в вашем мозгу, убеждает вас, что это то, что вам нужно, что это важно прямо сейчас. И хотя это может быть приятно в данный момент, это также постепенно лишает вас способности концентрироваться и выполнять глубокую, значимую работу, которая ведет к настоящей продуктивности и самореализации. Дофамин – это одновременно инструмент и ловушка. Это то, что мотивирует нас достигать целей, питает наше творчество и доставляет нам удовольствие. Это мощная сила, но в современном гиперсвязанном мире дофамин стал оружием, направленным против нас. С каждым новым сообщением, лайком и уведомлением нас приучают искать мгновенное удовлетворение, переключаясь с одного отвлекающего фактора на другой. В результате мы чувствуем себя рассеянными, непродуктивными и перегруженными огромным количеством задач, требующих нашего внимания. Ловушка дофамина, как отвлекающие факторы, каждый день мешают вам сосредоточиться. Нас бомбардируют постоянным потоком отвлекающих факторов. Телефон, уведомления электронной почты, обновления в социальных сетях. Все это разработано, чтобы вызывать выброс дофамина, чтобы создать этот кратковременный всплеск удовольствия. Хотя эта постоянная стимуляция может показаться безобидной, на самом деле она мешает нам сосредоточиться и работать в полную силу. Каждый раз, когда вы проверяете свой телефон или отвечаете на уведомления, вы получаете временный выброс дофамина, и это приятно. Но со временем эти мелкие отвлекающие факторы создают цикл, который мешает нам концентрироваться на задачах, требующих длительной сосредоточенности. И эта зависимость от кратковременных отвлечений – главная причина нашей неспособности глубоко погрузиться в работу, которая действительно приносит результат. Дело в том, что эта зависимость от отвлечений не просто плохая привычка. Это серьезная проблема, которая влияет на все сферы нашей жизни. Мы так привыкли к мгновенному удовлетворению, что забыли, как работать без постоянных наград. И вот результат. Мы переключаемся с одной задачи на другую, не погружаясь полностью в работу, которая поможет нам двигаться вперед. Вместо того, чтобы сосредоточиться на долгосрочных целях, мы попадаем в ловушку мгновенных дофаминовых всплесков, гонясь за мимолетным чувством удовлетворения. Это постоянное состояние рассеянности не только убивает вашу концентрацию, но и убивает ваш потенциал. Без способности глубоко сосредоточиться вы просто крутитесь как белка в колесе, чувствуя себя занятым, но непродуктивным. Сила дофаминового детокса – перестройка мозга для повышения концентрации и продуктивности. Итак, в чем же решение? Ответ заключается в дофаминовом детоксе, радикальной перезагрузке, которая перестраивает ваш мозг и возвращает способность глубоко концентрироваться. Речь идет не об устранении дофамина полностью, а о сокращении источников ненужной стимуляции и возвращении внимания. Дофаминовый детокс помогает избавиться от постоянного потока отвлекающих факторов, которые мешают сосредоточиться и вызывают желание получить мгновенное вознаграждение. Избавившись от внешних раздражителей, которые вызывают у вас привыкание к дофамину, вы даете своему мозгу возможность перезагрузиться и научиться выполнять длительную и значимую работу. Но как работает эта детоксикация? Это не просто отказ от социальных сетей или ограничение времени, проводимого за экраном. Настоящая детоксикация от дофамина требует от вас осознанного подхода к своему времени, сознательного выбора того, как и когда вы занимаетесь делами, которые вызывают выброс дофамина. Это означает, что нужно найти баланс между работой, отдыхом и развлечениями.
Это означает, что нужно активно искать моменты скуки, чтобы дать мозгу возможность перезарядиться. Когда вы начнете эту детоксикацию, вы почувствуете, как глубокая работа, концентрация, продуктивность и чувство удовлетворения от работы без постоянных отвлекающих факторов меняют вас. К концу этой книги у вас будут инструменты и стратегии, которые помогут вам вырваться из дофаминовой ловушки и начать получать удовольствие от глубокой и сосредоточенной работы. Дело не в том, чтобы быть идеальным. Дело в том, чтобы быть последовательным. Дело в том, чтобы найти время для детоксикации, перезагрузки мозга и выполнения сосредоточенной и значимой работы, которая ведет к настоящему и долгосрочному успеху. Итак, если вы готовы взять под контроль свое внимание, сосредоточиться и, наконец, добиться прогресса в самом важном, сейчас самое время. Давайте погрузимся в процесс детоксикации от дофамина и начнем перестраивать свой мозг для продуктивности, самореализации и успеха. Глава 1. Понимание роли дофамина в современном мире. Отвлекающие факторы повсюду. Наш мозг бомбардирует постоянные уведомления, оповещения и мгновенное удовлетворение. От уведомления о новом сообщении до соблазна заглянуть в социальные сети, до проверки телефона, до нажатия кнопки «Нравится». Кажется, что невозможно сосредоточиться на чем-то одном в течение длительного времени, но что если мы скажем вам, что все эти отвлекающие факторы имеют нечто общее? Они все связаны с химическим веществом в нашем мозге, которое называется дофамин. Понимание того, что такое дофамин, это первый шаг к тому, чтобы вернуть себе контроль над вниманием и продуктивностью. В этой главе мы рассмотрим, что такое дофамин, как он работает и почему он играет такую важную роль в том, как мы концентрируемся и выполняем сложную работу. Что такое дофамин, нейромедиатор, отвечающий за вознаграждение в мозге? Дофамин – это нейромедиатор, химическое вещество в мозге, которое играет центральную роль в нашей мотивации, системе вознаграждения и удовольствия. Его часто называют гормоном счастья, и не зря. Он отвечает за чувство удовольствия и удовлетворения, которое мы получаем от того, что приносит нам радость. Каждый раз, когда мы едим что-то вкусное, занимаемся хобби, получаем похвалу или даже заглядываем в социальные сети и видим лайк под постом, наш мозг вырабатывает дофамин, заставляя нас чувствовать себя хорошо и побуждая нас повторять это действие. На самом деле дофамин вырабатывается не только тогда, когда мы испытываем удовольствие. Он также вырабатывается, когда мы предвкушаем удовольствие. Это то, что мотивирует нас добиваться вознаграждения, будь то немедленное вознаграждение, например, проверка телефона, или отложенная, например, работа над долгосрочной целью. Именно предвкушение вознаграждения делает дофамин такой мощной силой. Дофамин так важен, потому что он тесно связан с нашим поведением. Когда мы получаем вознаграждение, наш мозг вырабатывает дофамин, чтобы сообщить нам, что это хорошо. Продолжайте делать то, что приносит вам удовольствие. Эта обратная связь формирует наши привычки, как хорошие, так и плохие. К сожалению, эту систему легко нарушить. В современном мире, где мгновенное удовлетворение находится на расстоянии одного клика, мы часто оказываемся в ловушке постоянной погони за новой порцией дофамина, начиная от просмотра социальных сетей и заканчивая употреблением вредной пищи, что мешает нам сосредоточиться на задачах, требующих глубокой концентрации и продолжительных усилий. Но вот в чем дело. Хотя дофамин необходим для мотивации и вознаграждения, его роль в современной жизни исказилась. Постоянное воздействие высоких доз дофамина может привести к перевозбуждению системы вознаграждения мозга, создавая замкнутый круг, который мешает сосредоточиться на деятельности, требующей терпения и продолжительных усилий. Это перевозбуждение может в конечном итоге привести к чувству тревоги, беспокойства и неудовлетворенности, из-за чего мы отвлекаемся и теряем интерес. Влияние дофамина на поведение. Наука о мотивации, чтобы понять, насколько дофамин влияет на наше поведение. Давайте подробнее рассмотрим, как он влияет на мотивацию и подход к задачам. Дофамин не только управляет нашими чувствами удовольствия, но и играет важную роль в принятии решений. Когда мы занимаемся чем-то приятным, уровень дофамина повышается, и наш мозг воспринимает это как положительный опыт.
Так мы формируем привычки. Но на этом дофамин не останавливается. Он также управляет предвкушением вознаграждения, делая его таким же сильным, когда мы думаем о чем-то приятном, как и когда мы это получаем. На самом деле, когда мы предвкушаем вознаграждение, дофамин вырабатывается в большем количестве, чем когда мы его получаем. Вот в чем дело. Вы когда-нибудь замечали, что листаете ленту в соцсетях, бездумно ставя лайки под фотографиями или постами, и не успеваете оглянуться, как проходит несколько часов? Это действие вызывает выброс дофамина. Каждый лайк, комментарий – это маленький выброс дофамина, который закрепляет это поведение и побуждает вас продолжать. Это приносит удовлетворение, но оно быстро проходит, и вам хочется большего. Это отличный пример того, как поведение, вызванное дофамином, часто приводит к краткосрочному удовольствию без долгосрочных результатов. Со временем этот цикл мгновенного удовлетворения может мешать получать удовольствие от занятий, требующих отсроченного вознаграждения, например, от учебы, работы над проектом, или сосредоточенности на одной задаче. Этот цикл, вызванный дофамином, создает парадокс. С одной стороны, мы мотивированы стремлением к награде, но с другой попадаем в ловушку поиска мгновенного удовольствия, которая не позволяет нам сосредоточиться на чем-то важном, что нужно для долгосрочных достижений. Постоянная тяга к мгновенному удовольствию мешает нам заниматься серьезной работой, той, которая требует сосредоточенности и приносит значимые результаты. Дофамин и зависимость, разрушительный цикл чрезмерной стимуляции – одна из самых больших проблем современной жизни. Это то, как легко стать зависимым от вещей, которые быстро вызывают выброс дофамина. От просмотра социальных сетей до бесконечного просмотра сериалов или многочасовых игр – все это может привести к зависимости, часто даже без нашего осознания. Дофамин в этом случае действует так же, как и при употреблении наркотических веществ или алкоголя. Чем больше мы получаем, тем больше нам нужно, чтобы чувствовать удовлетворение, и тем сложнее остановиться. Ключ к пониманию зависимости от дофамина кроется в том, как работает система вознаграждения в нашем мозге. Каждый раз, когда мы совершаем действие, которое вызывает выброс дофамина, наш мозг как бы говорит: «Это хорошо. Сделай это снова». Чем больше мы совершаем таких действий, тем сильнее наш мозг привыкает к дофамину, который они вызывают, и это приводит к циклу жажды и поиска вознаграждения. Со временем мозг может перестать реагировать на дофамин, и нам нужно все больше и больше стимуляции, чтобы достичь того же уровня удовлетворения. Вот почему то, что начиналось как простая привычка проверять телефон несколько раз в день, может перерасти в зависимость от социальных сетей. Или почему употребление вредной пищи может привести к желанию есть что-то вкусное, когда вы испытываете стресс или тревогу. Последствия переизбытка дофамина не ограничиваются зависимостью. Со временем этот цикл может привести к тому, что вы будете чувствовать себя вялым, рассеянным и не сможете сосредоточиться на своих целях. Вам может быть трудно сосредоточиться на задачах, требующих постоянного внимания, например, на работе над проектом или подготовке к экзамену. Желание мозга получить быструю и легкую награду часто подавляет желание заниматься более глубокими и значимыми делами. В результате вы можете испытывать трудности с прокрастинацией, и вам будет все сложнее заниматься делами, требующими сосредоточенности, терпения и усилий. Но хорошая новость в том, что вы можете избавиться от зависимости от отвлекающих факторов и мгновенных наград и приучить свой мозг ценить серьезную работу и значимые занятия. Первый шаг к этому — понять, как работает дофамин и как он влияет на ваше поведение. Как только вы осознаете, какое влияние это оказывает, вы сможете начать контролировать ситуацию и делать выбор, который будет способствовать достижению ваших долгосрочных целей, а не сиюминутных желаний. Дофамин и психическое здоровье – это тонкий баланс. Взаимосвязь между дофамином и психическим здоровьем сложна, и для решения таких проблем, как тревога, депрессия и стресс, важно ее понимать.
когда уровень дофамина постоянно высок из-за постоянной стимуляции. Это может привести к состоянию ментального хаоса, когда мозг перегружен и способность концентрироваться или расслабляться снижается. Такая чрезмерная стимуляция может вызывать чувство тревоги, беспокойства и постоянную потребность в одобрении окружающих. В крайних случаях это может даже привести к более серьезным проблемам с психическим здоровьем, таким как депрессия и эмоциональное выгорание. С другой стороны, когда уровень дофамина слишком низок, мы можем чувствовать апатию, отсутствие мотивации и отстраненность от того, что раньше приносило нам удовлетворение. Этот дисбаланс между высоким и низким уровнем дофамина может привести к тому, что мы застрянем в цикле негативных эмоций, постоянно ища внешние источники стимуляции, чтобы компенсировать ощущение пустоты или недостижения целей. Это тонкий баланс, и когда дофамин не регулируется должным образом, это может существенно повлиять на наше общее самочувствие. Решение этой проблемы заключается не в том, чтобы полностью отказаться от дофамина, а в том, чтобы научиться правильно с ним взаимодействовать. Выполняя дофаминовое очищение, вы даете своему мозгу возможность перезагрузиться и восстановить контроль над системой вознаграждения, что позволит вам получать удовольствие и удовлетворение от деятельности, которая действительно соответствует вашим долгосрочным целям, например, от серьезной работы и личностного роста. Со временем это поможет вам сформировать более здоровые, устойчивые привычки, которые не только повысят вашу продуктивность, но и улучшат психическое здоровье и эмоциональный баланс. Когда мы будем читать эту книгу, помните, что понимание работы дофамина не означает его демонизацию или превращение в злодея. Скорее, это означает умение работать с ним, а не против него. Дофамин – важная часть системы вознаграждения нашего мозга, и если использовать его с умом, он может мотивировать нас на невероятные свершения. Однако в современном мире постоянных отвлекающих факторов и мгновенного удовлетворения мы потеряли связь с тем, как эффективно управлять уровнем дофамина в нашем организме. Первый шаг к восстановлению способности концентрироваться, выполнять сложную работу и жить полноценной жизнью. Это понять, как работает дофамин и как его можно использовать в своих интересах. Давайте углубимся в процесс дофаминового детокса и вместе начнем настраивать ваш мозг на успех. В главе 2 современной дофаминовой ловушки в мире постоянной связи, информационной перегрузки и бесконечных отвлекающих факторов неудивительно, что сохранение фокуса на значимых долгосрочных целях стало одной из самых больших проблем современной жизни. Куда бы мы ни посмотрели, нас всегда что-то отвлекает. Будь то уведомления о сообщении, вирусное видео или непреодолимое желание заглянуть в социальные сети. Эти отвлекающие факторы созданы, чтобы завладеть нашим вниманием, нарушить работу нашей дофаминовой системы и заставить нас возвращаться снова и снова. Мы живем в эпоху мгновенного удовлетворения, когда погоня за сиюминутным удовольствием стала мощной силой, формирующей наше поведение, часто во вред нам. В этой главе мы рассмотрим современную дофаминовую ловушку. То, как наша повседневная жизнь наполнена отвлекающими факторами, которые заставляют нас зацикливаться на краткосрочном удовольствии и постоянной стимуляции. Что все больше мешает нам выполнять сложную работу и концентрироваться, что нам действительно нужно для достижения успеха. В современном мире, где все доступно в один клик, где есть бесконечное количество развлечений. Если вы когда-нибудь бездумно листали ленту в социальных сетях или часами смотрели видео в интернете, вы не одиноки. Это стало ежедневной привычкой для многих из нас. Мы делаем это почти не задумываясь. Платформы социальных сетей, приложения и цифровые развлечения овладели искусством создания контента, который привлекает наше внимание, затягивая нас в бесконечный поток уведомлений, лайков и обновлений. Но за глянцевым фасадом этих платформ скрывается мощная сила, которая управляет химическими процессами в нашем мозге – дофамин. Каждый раз, когда мы проверяем телефон, листаем ленту или общаемся в интернете, наш мозг вырабатывает дофамин, вознаграждая нас за это действие и побуждая повторять его. Этот постоянный поток положительных подкреплений создает замкнутый круг, из которого становится все сложнее вырваться. Чем больше мы погружаемся в эти цифровые развлечения, тем больше наш мозг жаждет новой порции дофамина. Но хотя эти мгновенные вознаграждения могут приносить удовлетворение, они дорого обходятся.
Мы привыкаем к тому, что получаем немедленное удовлетворение, и это приводит к неспособности сосредоточиться на задачах, требующих терпения, усилий и глубокого осмысления. Этот переход к мгновенному удовлетворению не просто результат личного выбора. Он был разработан технологическими компаниями и разработчиками приложений, чтобы держать нас на крючке. Бесконечная прокрутка, уведомления, рекомендации – все это тщательно разработано, чтобы активировать нашу систему дофамина и заставить нас возвращаться снова и снова. Хотя эти платформы отлично подходят для общения и развлечений, они также являются ярким примером того, как современные технологии захватили наш мозг, создавая культуру отвлекающих факторов, которая ставит мимолетное удовлетворение выше долгосрочных преимуществ глубокой работы и устойчивого внимания. Этот цифровой мир, где постоянно что-то отвлекает, не только изобилует, но и активно поощряет отвлекающие факторы, что невероятно затрудняет концентрацию на задачах, требующих глубокого анализа, решения проблем или творческого подхода. Важно понимать, что эта зависимость от мгновенного удовлетворения не ограничивается только социальными сетями. Это более широкая тенденция, которая проявляется в том, что мы часами смотрим сериалы, играем в видеоигры или даже читаем новости. Такое поведение направлено на то, чтобы быстро получить удовольствие и развлечься, часто в ущерб нашему психическому здоровью и продуктивности. Чем больше времени мы тратим на занятия, которые вызывают выброс дофамина, тем больше мы приучаем свой мозг ожидать немедленного вознаграждения. И нам становится все труднее сосредоточиться на более сложных задачах, требующих глубокой концентрации. Мы начинаем стремиться к легкому и приятному времяпрепровождению, не требующему усилий, и нам становится все труднее сосредоточиться на работе, учебе или личностном росте. Мгновенное удовлетворение в сравнении с долгосрочным – парадокс современной жизни, лежащий в основе современной дофаминовой ловушки. Это парадокс мгновенного удовлетворения в сравнении с долгосрочным. Мы живем в эпоху, когда все доступно одним нажатием кнопки. Еда, которую доставляют к нам домой, фильмы, которые можно смотреть прямо на экране. Бесконечный поток развлечений в любое время дня. Легкий доступ к этим быстрым удовольствиям кардинально изменил наше отношение ко времени и вниманию. Вместо того, чтобы вкладывать силы в долгосрочные занятия, такие как работа над сложным проектом или достижение личной цели, мы приучены гнаться за мгновенным вознаграждением, быстрым удовольствием. Эта тенденция сильно влияет на нашу способность концентрироваться и выполнять значимую работу. Раньше для достижения успеха в любой сфере жизни требовалось терпение, настойчивость и постоянные усилия. Будь то освоение навыка, построение карьеры или развитие отношений, награда за это часто приходила не сразу, и для этого нужно было прилагать усилия в течение длительного времени. Но сегодня культура мгновенного удовлетворения делает эти долгосрочные цели все более труднодостижимыми. Мы привыкли получать вознаграждение сразу, и когда оно приходит мгновенно, это может вызывать разочарование, подавленность и даже отчаяние. Мы начинаем воспринимать работу, учебу и личностный рост как обременительные задачи, а не как путь к успеху. По сути, цикл мгновенного удовлетворения, основанный на дофамине, создает когнитивный диссонанс между тем, чего мы хотим в данный момент, и тем, что нам действительно нужно для долгосрочного счастья и удовлетворения. Проблема этого цикла, основанного на дофамине, в том, что быстрые решения, к которым мы стремимся, не приводят к долгосрочному удовлетворению. Да, проверка телефона на наличие сообщений или просмотр смешного видео могут доставить удовольствие. Но эти моменты быстро проходят и редко приносят чувство удовлетворения или достижения. Наоборот, они часто вызывают у нас чувство опустошенности, рассеянности и неудовлетворенности. Мы можем часами сидеть в телефоне или смотреть телевизор, но нам нечего показать в плане личностного роста, продуктивности или продвижения к своим целям. Со временем это может привести к потере чувства удовлетворения, и мы перестанем стремиться к чему-то большему. Чтобы вырваться из этого цикла, нужно перестать получать мгновенное удовлетворение от отвлекающих факторов. И вместо этого уделять больше внимания занятиям, требующим терпения, настойчивости и полной вовлеченности.
Это не значит, что мы должны полностью отказаться от источников дофамина в нашей жизни. В конце концов, удовольствие и наслаждение – важные аспекты жизни, но это не значит, что нужно отказываться от долгосрочных целей, которые приносят удовлетворение от серьезной работы, личностного роста и значимых достижений. Понимая парадокс мгновенного удовольствия и долгосрочной реализации, мы можем начать направлять свое внимание и энергию на то, что действительно важно. Как дофамин влияет на непродуктивные привычки, петля обратной связи, которая отвлекает нас в современном мире, и это особенно заметно, когда наш мозг реагирует на дофамин. Каждый раз, когда мы совершаем какое-то действие, которое вызывает выброс дофамина, будь то проверка телефона, употребление вредной пищи или короткий всплеск развлечений, наш мозг получает небольшую дозу удовольствия. Это поощрение закрепляет поведение, создавая петлю обратной связи, которая побуждает нас повторять его. Со временем эта петля обратной связи становится неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, и нам становится все труднее избавиться от этих непродуктивных привычек. Причина, по которой эти привычки так трудно преодолеть, заключается в том, как дофамин формирует наш мозг. Дофамин не просто заставляет нас чувствовать себя хорошо в данный момент, он также укрепляет нейронные связи, связанные с поведением, которое вызвало выброс. Другими словами, каждый раз, когда мы проверяем телефон или занимаемся чем-то приятным, мы закрепляем эту привычку, и она становится более автоматической и легче повторяется. Вот почему так трудно избавиться от таких привычек, как бездумное пролистывание социальных сетей или многочасовое сидение перед телевизором. Чем больше мы этим занимаемся, тем больше наш мозг этого хочет, создавая цикл отвлечения, из-за которого мы чувствуем себя непродуктивными и перегруженными. Проблема этих непродуктивных привычек в том, что они не приводят ни к каким значимым результатам. Они могут приносить кратковременное удовольствие, но редко способствуют долгосрочному успеху или личностному росту. На самом деле они часто мешают нам достигать целей, из-за чего нам сложнее сосредоточиться на продуктивной деятельности, требующей постоянных усилий. Цикл отвлечения, основанный на дофамине, заставляет нас постоянно искать мгновенное удовлетворение, не позволяя нам достичь глубокого понимания и значимых результатов, к которым мы стремимся. Чтобы вырваться из этого цикла, нужно лучше понимать, как дофамин влияет на наши привычки. Осознавая связь между нашим поведением, системой вознаграждения мозга и высвобождением дофамина, мы можем начать более осознанно подходить к тому, как мы тратим свое время и внимание. Это осознание – первый шаг к тому, чтобы вернуть контроль над своей концентрацией и продуктивностью. Вместо того, чтобы позволять импульсам, вызванным дофамином, управлять нашими действиями, мы можем начать уделять больше внимания деятельности, которая соответствует нашим долгосрочным целям, создавая новые циклы обратной связи, которые поддерживают глубокую работу, личностный рост и долгосрочное удовлетворение. Когда мы изучаем концепцию дофаминового детокса, важно помнить, что мы не должны пассивно принимать современную дофаминовую ловушку. Хотя нас окружает множество отвлекающих факторов, у нас есть возможность вырваться из этого цикла мгновенного удовлетворения и перестроить свой мозг для более глубокой концентрации, более значимой работы и долгосрочного удовлетворения. Понимая, как дофамин влияет на наше поведение и признавая его роль в формировании наших привычек, мы можем начать предпринимать активные шаги, чтобы вернуть контроль над своим вниманием и своей жизнью. Это первый шаг к созданию такой жизни, в которой на первом месте стоит глубокая работа, личностный рост и чувство удовлетворения, которое приходит изнутри, а не от мимолетных удовольствий, отвлекающих внимание. Глава 3. Наука о глубокой работе в современном мире. В наше время легко поддаться постоянному потоку информации и отвлекающих факторов. Нас поощряют часто неосознанно искать мгновенное удовлетворение, вместо того, чтобы сосредоточиться на сложной работе, требующей терпения и усилий. Но есть один навык, который, как было доказано, открывает невероятный потенциал и ведет к долгосрочному успеху. Этот навык – глубокая работа. Но что такое глубокая работа и почему она кажется такой недостижимой в нашем мире, полном отвлекающих факторов? Глубокая работа – это способность сосредоточиться на сложной когнитивной задаче, не отвлекаясь.
Это состояние настолько интенсивной концентрации, что позволяет вам расширять границы своих когнитивных способностей, создавая среду, в которой вы можете выполнять высококачественную работу за меньшее время. Такая целенаправленная работа невероятно ценна в мире, полном отвлекающих факторов, и стала одним из самых важных навыков, которые может развить каждый. В этой главе мы погрузимся в науку о глубокой работе, рассмотрим ее огромные преимущества и начнем понимать, почему ее так трудно достичь в современном обществе. И самое главное, как мы можем тренировать свой мозг, чтобы достичь состояния глубокой концентрации. Что такое глубокая работа? Определение целенаправленной, не отвлекающей внимание деятельности. Глубокая работа– это не просто больше часов, проведенных за компьютером, или усердная работа. Это умение работать умнее, направляя свою энергию и внимание на задачи, требующие значительных когнитивных усилий и творческого подхода. В отличие от поверхностной работы, которая не требует больших усилий, однообразна и часто не имеет серьезных последствий, глубокая работа требует умственного напряжения, которое расширяет границы ваших интеллектуальных возможностей. Глубокая работа может принимать разные формы: написание подробного отчета, решение сложной задачи, создание произведения искусства, разработка программного обеспечения или подготовка к важному экзамену. Все эти виды деятельности объединяет то, что они требуют полного внимания и длительной концентрации без отвлечений. Главное отличие глубокой работы от поверхностной заключается в уровне умственной вовлеченности. Поверхностная работа, например, проверка электронной почты, просмотр социальных сетей или участие в собраниях, не требует значительных умственных усилий. Это задачи, которые можно выполнять пассивно, почти бездумно, и они часто отвлекают от действительно важных дел. С другой стороны, глубокая работа требует полной сосредоточенности на поставленной задаче. Она требует концентрации, умственных усилий и способности не отвлекаться. Глубокая работа позволяет вам войти в так называемое состояние потока, когда вы настолько погружаетесь в задачу, что время будто исчезает. Именно в этом состоянии вы наиболее продуктивны, креативны и способны работать на высшем уровне. Глубокая работа– это навык, который можно развивать. Это не то, что дается каждому от природы, особенно в среде, которая постоянно отвлекает и связывает нас. Однако преимущества глубокой работы огромные и далеко идущие. Способность полностью концентрироваться на задаче в течение длительного времени важна не только для высокой производительности в профессиональной и учебной среде, но и для личностного роста, творчества и удовлетворения. Когда вы занимаетесь углубленной работой, вы не просто делаете больше, вы создаете более качественную работу, развиваете новые навыки и испытываете глубокое чувство удовлетворения от хорошо выполненной работы. Когнитивные преимущества углубленной работы– раскрытие полного потенциала вашего мозга. Когда вы занимаетесь углубленной работой, вы не просто выполняете задачи из своего списка дел. Вы также получаете когнитивные преимущества, которые повышают способность вашего мозга справляться со сложными, ответственными задачами. В основе углубленной работы лежит концепция нейропластичности, способности мозга к реорганизации путем формирования новых нейронных связей. Когда вы сосредоточенно занимаетесь какой-то задачей, особенно сложной, ваш мозг создает новые связи, укрепляет существующие и в конечном итоге улучшает способность обрабатывать информацию. Вот почему углубленная работа– это не просто выполнение задач. Это еще и интеллектуальное и творческое развитие. Одно из главных когнитивных преимуществ углубленной работы– улучшение способности решать проблемы. Чем больше вы занимаетесь углубленной работой, тем лучше вы справляетесь со сложными задачами, требующими творческого подхода к решению. Это происходит потому, что углубленная работа позволяет вам полностью раскрыть потенциал своего мозга, заставляя вас критически мыслить, анализировать информацию и находить связи, которые вы, возможно, не заметили бы. Благодаря постоянной концентрации вы можете развивать навыки мышления высшего порядка и достигать прорывов, которые в противном случае были бы невозможны. Кроме того, процесс углубленной работы способствует ясности ума и улучшает ваши навыки принятия решений. Полностью погружаясь в задачу, вы избавляетесь от отвлекающих факторов, которые могли бы помешать вам принимать взвешенные и точные решения. Еще одно важное когнитивное преимущество углубленной работы– улучшение рабочей памяти.
Рабочая память — это способность мозга удерживать и обрабатывать информацию в течение короткого промежутка времени. Она играет важную роль в решении задач, принятии решений и обучении. Глубокая работа тренирует вашу рабочую память, заставляя вас одновременно удерживать в голове несколько фрагментов информации, пока вы их анализируете и обрабатываете. Со временем это повышает эффективность вашей рабочей памяти, позволяя вам быстрее думать, эффективнее запоминать информацию и работать на более высоком когнитивном уровне. Более того, доказано, что глубокая работа повышает креативность. Когда вы работаете без отвлекающих факторов, у вас есть возможность мыслить нестандартно, соединять разрозненные идеи и находить инновационные решения. В отсутствие постоянных прерываний ваш мозг может свободно блуждать, исследовать новые возможности и раскрывать свой творческий потенциал. Глубокая работа также снижает когнитивную усталость, позволяя вам сохранять умственную энергию и концентрацию в течение длительного времени, что очень важно для творческой продуктивности. Чем больше вы занимаетесь глубокой работой, тем сильнее становится ваш ум, и вам легче справляться со все более сложными задачами и расширять свои когнитивные возможности. Преодолевая отвлекающие факторы современного мира и тренируя свой мозг, чтобы сосредоточиться. Задача глубокой работы в современном мире заключается не только в понимании ее преимуществ. Она заключается в том, чтобы преодолеть отвлекающие факторы, которые мешают нам достичь состояния сосредоточенности и отсутствия отвлечений. В эпоху, когда мы постоянно на связи, уведомления и отвлекающие факторы повсюду. Наши телефоны, компьютеры и другие устройства созданы для того, чтобы мы всегда были на связи, и наше внимание рассеивается в миллионе разных направлений. Это постоянное состояние гиперстимуляции невероятно затрудняет поддержание уровня концентрации, необходимого для глубокой работы. Одним из главных препятствий для глубокой работы является так называемый остаточный эффект от внимания. Это явление возникает, когда ваше внимание разделено между несколькими задачами или отвлекающими факторами, и когнитивный остаток от этих отвлекающих факторов сохраняется в вашем сознании, мешая вам полностью сосредоточиться на текущей задаче. Например, если вы проверяете электронную почту или социальные сети во время работы над проектом, ваш мозг частично занят содержанием этих писем или сообщений, даже когда вы возвращаетесь к основной задаче. Этот остаточный эффект снижает вашу когнитивную способность и мешает вам полностью сконцентрироваться, что затрудняет достижение наилучших результатов. Чем больше отвлекающих факторов вы допускаете в своей работе, тем сильнее остаточный эффект от внимания и тем сложнее войти в состояние глубокой работы. Чтобы справиться с этой проблемой, вы должны предпринять активные шаги по устранению отвлекающих факторов и научиться концентрироваться. Один из самых эффективных способов сделать это — создать условия, способствующие глубокой работе. Это может означать отключение уведомлений, создание тихого рабочего места или использование таких инструментов, как блокировщики сайтов, чтобы предотвратить доступ к отвлекающим сайтам. Но устранение внешних отвлекающих факторов — это только часть решения. Вы также должны научиться противостоять внутренним отвлекающим факторам, таким как желание проверить телефон или склонность к прокрастинации. Развитие умственной дисциплины — ключ к владению глубокой работой, и это требует постоянной практики и целенаправленных усилий. Процесс тренировки мозга на концентрацию включает в себя укрепление способности противостоять искушениям и переключать внимание, когда возникают отвлекающие факторы. Один из эффективных способов сделать это — так называемые сфокусированные забеги. При таком методе вы работаете интенсивно, сосредоточившись на задаче, в течение определенного времени, обычно от 25 до 50 минут, с небольшими перерывами. Это помогает тренировать мозг, чтобы он мог концентрироваться в течение длительного времени, а также дает ему возможность отдохнуть и восстановиться. Со временем, когда вы будете практиковать сфокусированную работу, вы разовьете умственную выносливость и научитесь дольше сохранять концентрацию во время выполнения сложных задач. Еще один способ улучшить концентрацию — это медитация осознанности. Практикуя осознанность, вы учитесь наблюдать за своими мыслями и возвращать внимание к текущей задаче, когда вас что-то отвлекает. Это укрепляет вашу способность оставаться в настоящем моменте и полностью погружаться в работу, даже если вас постоянно что-то отвлекает. Цель глубокой работы — не просто сделать больше. Это тренировка мозга для достижения наивысших результатов и полной вовлеченности в самые важные задачи.
Развивая способность к глубокой концентрации, вы можете раскрыть свой истинный потенциал, повысить качество работы и получать больше удовлетворения и пользы в профессиональной и личной жизни. Глава 4. Нейробиология дофамина и глубокая работа. Когда мы начинаем осваивать глубокую работу, понимание основ работы системы вознаграждения нашего мозга имеет решающее значение. Глубокая работа, интенсивная концентрация и сосредоточенность, которые позволяют нам расширять границы наших когнитивных способностей, тесно связаны с дофаминовой системой мозга. Этот нейромедиатор, часто ассоциирующийся с удовольствием, мотивацией и вознаграждением, играет центральную роль в нашей способности заниматься значимой и продуктивной работой. Однако дофамин – это не просто химическое вещество, вызывающее удовольствие. Он активно участвует в процессах обучения, запоминания и даже в способности испытывать удовлетворение от достижения долгосрочных целей. В этой главе мы рассмотрим, как нейробиология влияет на дофамин и как он взаимодействует с углубленной работой. Как дофамин может быть как союзником, так и противником в нашем стремлении к концентрации. И как мы можем перенастроить систему вознаграждения нашего мозга, чтобы поддерживать качественную и продолжительную работу. Роль дофамина в мотивации и вознаграждении. Дофамин часто называют молекулой мотивации, потому что он играет ключевую роль в нашем стремлении к достижению целей. Этот нейромедиатор вырабатывается, когда мы получаем вознаграждение, будь то кусочек шоколада, уведомление на телефоне или цель, которая уже почти достигнута. Но роль дофамина не ограничивается простым удовольствием. Он участвует в работе системы вознаграждения мозга, постоянно обновляя наше представление о прогрессе и закрепляя поведение, ведущее к желаемым результатам. Выделение дофамина сигнализирует нашему мозгу, что мы сделали что-то стоящее, и мотивирует нас повторять это поведение. Вот почему дофамин так тесно связан с обучением и формированием привычек. Он помогает нам распознавать модели поведения, которые приводят к вознаграждению, и побуждает нас повторять их, создавая петлю обратной связи, которая укрепляет эти модели поведения. Однако дофамин вырабатывается не только при получении мгновенного вознаграждения, но и при его ожидании. Вот почему стремление к цели или желание достичь результата может быть таким мотивирующим, даже если само вознаграждение будет получено в далеком будущем. Наш мозг устроен так, что мы чувствуем себя хорошо не только когда достигаем чего-то, но и когда движемся к достижению цели. Это ожидание побуждает нас двигаться вперед, направляет наши усилия и побуждает к действию. В контексте углубленной работы роль дофамина очень важна. Когда мы занимаемся задачами, требующими сосредоточенности и усилий, наш мозг вырабатывает дофамин, когда мы добиваемся прогресса. И это мотивирует нас продолжать работать над решением сложных задач. Выработка дофамина укрепляет привычку к усердной работе и помогает нам дольше заниматься когнитивно сложными задачами. Но эта же система вознаграждения может быть использована для получения мгновенного удовольствия. Именно здесь начинается битва между отвлекающими факторами, вызывающими выброс дофамина, и усердной работой. В современном мире, где уведомления, социальные сети и другие источники мгновенного удовольствия постоянно требуют нашего внимания, система дофамина становится обоюдоострым мечом. С одной стороны, дофамин побуждает нас достигать долгосрочных целей, вознаграждая нас за прогресс. С другой стороны, постоянное наличие мгновенного удовольствия, будь то проверка телефона или онлайн-развлечения, наполняет наш мозг дофамином, поощряя краткосрочные поверхностные удовольствия, которые мешают нам сосредоточиться на действительно важных задачах. Дофамин, отвлекающие факторы, экономика внимания, современный мир с его постоянной связью и стимуляцией создан для того, чтобы отвлекать нас. С самого утра мы получаем уведомления, электронные письма и сообщения, которые требуют нашего внимания. Эти отвлекающие факторы не просто безобидны, они специально разработаны, чтобы использовать нашу систему дофамина в мозге.
Каждый раз, когда мы проверяем телефон, отвечаем на сообщения или листаем соцсети, мы вызываем выброс дофамина. Это создает замкнутый круг, в котором наш мозг привыкает к частым всплескам стимуляции и все труднее концентрируется на задачах, которые не приносят мгновенного вознаграждения. Таким образом, дофаминовая система становится инструментом, который компании и платформы используют, чтобы удерживать наше внимание на своем контенте. Чем больше времени мы проводим на этих платформах, тем больше дофамина вырабатывается, закрепляя такое поведение и создавая привычку постоянно проверять и листать. Это явление называется экономикой внимания, и это одна из главных причин, почему в современном мире стало так сложно работать вдумчиво. Экономика внимания процветает за счет того, что внимание человека – это ценный и ограниченный ресурс. Такие платформы, как Facebook, Instagram, Twitter и YouTube, созданы для того, чтобы удерживать наше внимание как можно дольше, используя алгоритмы и уведомления, которые заставляют нас возвращаться снова и снова. Каждый раз, когда мы взаимодействуем с этими платформами, наш мозг вырабатывает дофамин, создавая ощущение вознаграждения и закрепляя такое поведение. Из-за этого невероятно сложно избавиться от постоянных цифровых отвлекающих факторов, потому что наш мозг привыкает искать эти быстрые и приятные всплески дофамина. В результате мы все меньше способны концентрироваться на сложной работе, требующей высокого уровня когнитивных способностей, потому что наше внимание постоянно рассеивается из-за желания получить мгновенное удовлетворение. Более того, экономика внимания привела к тому, что мы привыкли к тому, что наше внимание будет разделено между несколькими задачами и стимулами одновременно. Многозадачность, которую часто считают способом повысить продуктивность, на самом деле ее снижает. Каждый раз, когда мы переключаемся между задачами, будь то проверка электронной почты, ответ на сообщение или просмотр ленты в социальных сетях, мы теряем концентрацию и рассеиваем внимание. Постоянное переключение между задачами мешает нам заниматься глубокой непрерывной работой, которая приводит к значимым результатам. Это также увеличивает когнитивную нагрузку, из-за чего мозгу сложнее обрабатывать и запоминать информацию. По сути, экономика внимания подпитывает нашу зависимость от отвлекающих факторов, подрывая нашу способность концентрироваться на задачах, требующих глубокого умственного напряжения. Понимая, как дофамин управляет этим циклом отвлечения, мы можем предпринять активные шаги, чтобы вернуть контроль над своим вниманием и сосредоточиться на самых важных задачах. Чтобы перестроить свой мозг и использовать дофамин для глубокой работы, важно знать, что наш мозг не запрограммирован на постоянное отвлечение. Нейропластичность, способность мозга к реорганизации путем формирования новых нейронных связей, означает, что мы можем активно перестраивать свой мозг, чтобы избавиться от зависимости от мгновенного удовлетворения и развить способность к глубокой работе. Первый шаг в этом процессе – осознать, как дофамин влияет на наше поведение. Понимая, что дофамин является ключевым фактором наших привычек, как хороших, так и плохих, мы можем начать понимать, как он формирует наши действия и реакции. Осознав это, мы можем целенаправленно переключать свое внимание с отвлекающих факторов на задачи, требующие сосредоточенности и усилий. Один из самых эффективных способов перестроить свой мозг – это формирование привычек. Глубокая работа требует развития привычек, которые поддерживают долгосрочную концентрацию и продуктивность, а не привычек, которые постоянно отвлекают. Один из способов сделать это – устроить себе дофаминовую детоксикацию. Когда вы намеренно избегаете действий, которые вызывают выброс дофамина, например, проверяете телефон, смотрите телевизор или пользуетесь социальными сетями. Во время такой детоксикации вы даете своему мозгу отдохнуть, прерывая цикл постоянной стимуляции и вознаграждая себя за выполнение задач, требующих сосредоточенности и осознанности. Со временем, когда вы будете практиковать такую детоксикацию, ваш мозг начнет перестраиваться, и вы будете получать удовлетворение от самой работы, а не от кратковременных наград за отвлечение. Еще одна эффективная стратегия перестройки мозга – использовать силу отсроченного вознаграждения. Вместо того, чтобы стремиться к мгновенным наградам, вы можете научиться фокусироваться на долгосрочных целях и удовлетворении, которые они приносят.
Для этого нужно ставить четкие измеримые цели и разбивать их на более мелкие выполнимые задачи. Так вы будете видеть прогресс и достижения, которые будут поддерживать ваш мозг в тонусе, обеспечивая его дофамином без необходимости постоянно отвлекаться. Главное постепенно перестроить систему вознаграждения мозга с краткосрочного удовольствия на долгосрочное удовлетворение, чтобы выработать более сбалансированный и устойчивый подход к мотивации и концентрации. Наконец, важно понимать, что глубокая работа– это не только продуктивность. Это еще и поиск смысла и цели в своей работе. Дофамин вырабатывается не только в ответ на удовольствие, но и когда мы занимаемся чем-то значимым и полезным. Когда вы посвящаете себя глубокой работе, вы инвестируете в свой личностный рост, креативность и интеллектуальное развитие. Удовлетворение, которое мы получаем от выполнения сложной задачи или решения сложной проблемы, это форма внутренней мотивации, которая приносит долгосрочное чувство удовлетворения. Когда вы связываете свою глубокую работу с личными ценностями и целями, вы создаете ощущение смысла, которое помогает вам сосредоточиться и работать на максимуме своих возможностей. В этой главе мы изучили науку о дофамине и его влиянии на мотивацию, вознаграждение и отвлечение. Дофамин– это не просто стимул для получения мгновенного удовольствия. Это ключ к пониманию того, как наш мозг реагирует на глубокую работу и отвлекающие факторы. Осознав, как дофамин влияет на наше поведение, мы можем предпринять активные шаги, чтобы перестроить систему вознаграждения нашего мозга, переключив внимание с краткосрочного удовлетворения на долгосрочное. Путь к глубокой работе– это не просто усердный труд. Это умение работать умнее, используя силу дофамина для поддержания устойчивых и значимых усилий. Продолжая изучать путь к мастерству, мы узнаем, как использовать эти знания для формирования новых привычек, преодоления отвлекающих факторов и достижения самых амбициозных целей. В пятой главе мы рассмотрим, как преодолеть сопротивление и развить привычку к глубокой работе. Если вы когда-нибудь пытались заняться глубокой работой, то знаете, что это не всегда так просто, как кажется. Несмотря на понимание ее важности, несмотря на знание того, что глубокая работа– это ключ к раскрытию нашего наивысшего потенциала, мы часто сопротивляемся тому, что может принести нам наибольшую пользу. Это сопротивление– это внутренняя борьба с концентрацией и дисциплиной, одна из самых больших проблем, с которыми мы сталкиваемся, пытаясь развить привычку к глубокой работе. Как будто наш мозг сам по себе настроен бороться с тем, что сделает его сильнее, сосредоточеннее и в конечном счете успешнее. Но почему возникает сопротивление и как его преодолеть? В этой главе мы рассмотрим психологические и физиологические механизмы, лежащие в основе сопротивления. Узнаем, почему наш мозг так быстро переключается на то, что не требует длительной концентрации. И самое главное, предложим практические стратегии для развития привычки к глубокой работе, которая поможет противостоять неизбежному желанию откладывать дела и отвлекаться. Природа сопротивления, понимание того, что мозг стремится к комфорту, а не к глубокой работе, часто связано с нашей естественной склонностью искать комфорт и избегать дискомфорта. Эта тенденция– механизм выживания, который появился у наших предков, когда сохранение энергии и избежание боли были необходимы для выживания. Наш мозг устроен так, что он ищет мгновенное вознаграждение и избегает задач, которые кажутся неудобными, сложными или незнакомыми. Глубокая работа, требующая интенсивной концентрации, умственных усилий и длительной сосредоточенности, полная противоположность тому, что мозг считает комфортным. Вот почему так легко откладывать важные, но сложные задачи. Наш мозг просто не хочет напрягаться, чтобы сосредоточиться. Это слишком утомительно, слишком сложно. Это сопротивление усиливается из-за постоянного потока отвлекающих факторов в современном мире. В эпоху, когда мгновенное удовлетворение находится на расстоянии одного клика, будь то социальные сети, развлечения или электронная почта, мозг приучен искать эти быстрые дозы дофамина, а не вкладывать силы в долгосрочную награду, которую приносит глубокая сосредоточенная работа.
Как только мы садимся, чтобы сосредоточиться на чем-то важном, мозг начинает искать любые отвлекающие факторы, даже самые незначительные, чтобы избавиться от дискомфорта, вызванного длительной концентрацией внимания. Отвлекающие факторы, будь то желание проверить телефон, прочитать статью или просто встать и заняться чем-то другим, кажутся почти непреодолимыми. Это сопротивление — психологическая сила, которая пытается отвлечь вас от текущей задачи и увести в комфортную зону. Но понимание природы сопротивления — это первый шаг к его преодолению. Осознав, что это сопротивление не связано с вашей силой воли или способностями, а является естественной функцией мозга, вы сможете подойти к нему с большим сочувствием и стратегией. Сопротивление не означает, что вы слабы или недисциплинированы. Это просто естественная реакция на работу, требующую значительных умственных усилий. Как только вы это поймете, вы сможете развить навыки и привычки, которые помогут вам преодолеть сопротивление и войти в состояние глубокой работы. Когда ваш мозг работает на полную мощность, и вы можете выполнять значимую, целенаправленную работу. Сила привычки превращает глубокую работу в ежедневную рутину. Один из самых эффективных способов преодолеть сопротивление и сделать глубокую работу неотъемлемой частью вашей жизни — это выработать привычку. Сила привычки неоценима. Когда вы устанавливаете график для глубокой работы, вы экономите умственную энергию, которая тратится на принятие решения, когда и чем заниматься. Вместо того, чтобы полагаться на силу воли или мотивацию, которые могут меняться изо дня в день, вы создаете стабильную структуру, которая приучает ваш мозг к периодам сосредоточенной работы. Эта привычка становится своего рода сигналом для мозга, что пора сосредоточиться и заняться серьезной работой, независимо от того, как вы себя чувствуете в данный момент. Со временем ваш мозг начинает ассоциировать определенные периоды дня с серьезной работой, и вам легче войти в состояние концентрации. Ключом к успешной организации серьезной работы является постоянство. Начните с определения времени дня, когда вы наиболее внимательны и способны к серьезной работе. Для многих людей это может быть раннее утро или период отдыха. Как только вы определите оптимальное время для серьезной работы, запланируйте эти периоды на день как обязательные встречи. Относитесь к ним с такой же серьезностью, как к встречам или важным обязательствам. Чем больше вы будете уделять времени серьезной работе, тем сильнее она войдет в вашу повседневную жизнь. В конце концов, серьезная работа станет привычкой, о которой вам даже не придется думать. Ваш мозг естественным образом начнет ожидать и стремиться к этим моментам интенсивной концентрации, и сопротивление, которое раньше казалось непреодолимым, начнет терять свою силу. Помимо постоянства, важно ставить четкие и конкретные цели для каждого сеанса серьезной работы. Это создает ощущение направления и цели, что облегчает концентрацию и мотивацию. Вместо того, чтобы садиться за работу без плана, определите, чего вы хотите достичь за каждый сеанс. Будь то написание определенного количества слов, решение конкретной задачи или выполнение задания, конкретная цель дает вам стимул, а процесс ее достижения приносит удовлетворение. Такая ясность также снижает вероятность отвлечения, поскольку ваш разум сосредоточен на задаче и может вернуться к ней, когда возникнут внешние отвлекающие факторы. Рутина и ясность создают мощный цикл обратной связи. Чем больше вы занимаетесь углубленной работой, тем легче вам это дается, и тем больше вы привыкаете к сосредоточенности и продуктивности. Смена мышления, чтобы преодолеть сопротивление, которое часто возникает при углубленной работе, необходимо изменить свое отношение к ней. Чувство умственной усталости, разочарования и сложности могут заставить вас избегать или бросать задачи, требующие сосредоточенности. Но вместо того, чтобы воспринимать это как сигнал остановиться или сделать перерыв, важно научиться принимать это как естественную часть процесса углубленной работы. Это изменение мышления очень важно для развития стойкости и поддержания долгосрочной сосредоточенности. Когда вы воспринимаете дискомфорт как признак того, что вы занимаетесь ценной высокоуровневой работой,
вы начинаете видеть в нем неотъемлемую часть творческого и продуктивного процесса, а не что-то, чего нужно бояться или избегать. Одна из эффективных стратегий преодоления дискомфорта при углубленной работе – разбивать большие задачи на более мелкие и более управляемые части. Когда сталкиваешься с огромным проектом, может показаться, что начать работу невозможно. Но если разбить задачу на более мелкие понятные части, это снизит психологический барьер и поможет начать работу. Каждый маленький шаг становится мини-целью, и процесс выполнения этих шагов дает ощущение прогресса, которое мотивирует продолжать. Такой подход также помогает избежать чувства выгорания, которое может возникнуть, если пытаться сделать слишком много за один раз. Вместо того, чтобы сосредоточиться на конечной цели, которая может показаться далекой или недостижимой, вы сосредотачиваетесь на следующем шаге, что позволяет вам оставаться вовлеченным и не терять интерес к процессу. Еще один важный сдвиг в мышлении – научиться воспринимать глубокую работу как навык, который улучшается с практикой. Чем больше вы практикуетесь в глубокой работе, тем сильнее становится ваша способность фокусироваться и концентрироваться. Поначалу глубокая работа может казаться некомфортной или утомительной, и вашему мозгу может потребоваться время, чтобы приспособиться. Однако с постоянной практикой вы начинаете развивать когнитивную выносливость, и дискомфорт, который поначалу казался непреодолимым, становится более терпимым. Вы начинаете получать удовольствие от глубокой работы, удовлетворение от выполнения важных задач, чувствуете интеллектуальный рост и уверенность в себе, которая приходит с постоянным стремлением делать свою работу как можно лучше. Этот переход от избегания к принятию дискомфорта – один из самых мощных инструментов, который вы можете использовать, чтобы преодолеть сопротивление и развить привычку к глубокой работе. В этой главе мы рассмотрели психологические барьеры, которые мешают глубокой работе, и предложили стратегии их преодоления. Сопротивление глубокой работе – естественная реакция, но понимая его причины и внедряя распорядок дня, ставя четкие цели и принимая дискомфорт от сосредоточенных усилий, мы можем преодолеть эти барьеры и сделать глубокую работу неотъемлемой частью нашей жизни. Развивая привычку к глубокой работе, мы не только повышаем свою продуктивность, но и укрепляем способность концентрироваться, развивать новые навыки и в конечном счете создавать значимую работу, соответствующую нашему наивысшему потенциалу. Борьба с отвлекающими факторами продолжается, но с правильными инструментами и настроем мы можем тренировать свой мозг, чтобы выполнять глубокую сосредоточенную работу, которая ведет к настоящему успеху и самореализации. В этой главе мы рассмотрим, как преодолеть сопротивление, мешающее глубокой работе, понять его психологическую природу, важность создания распорядка и изменения своего мышления, чтобы принять дискомфорт. Мы дадим практические советы, как выработать привычку к глубокой работе и воспринимать трудности как возможности для роста. Решив внутренние проблемы, мешающие сосредоточиться, мы сможем сделать наши отношения с работой более продуктивными, осмысленными и приносящими удовлетворение. Глава 6. Организация рабочего пространства. Как создать условия для глубокой работы. Окружающая обстановка, в которой мы работаем, часто остается без внимания, но играет решающую роль в нашей способности выполнять глубокую работу. Будь то шум в офисе, отвлекающие факторы дома или постоянное использование цифровых устройств. Ваше окружение может либо способствовать, либо мешать вашей способности концентрироваться и работать на высоком уровне. Чем глубже мы погружаемся в процесс освоения глубокой работы, тем больше понимаем, что успех зависит не только от правильного настроя или распорядка. Он также зависит от создания условий, которые способствуют концентрации, минимизируют отвлекающие факторы и повышают продуктивность. В этой главе мы рассмотрим, как правильно организовать свое физическое и цифровое рабочее пространство для глубокой работы, как уменьшить отвлекающие факторы и создать пространство, которое максимально раскроет ваши когнитивные способности, и как создать ментальные и физические условия, которые поддерживают непрерывную осмысленную работу. К концу этой главы вы поймете, как целенаправленно организовать свое окружение, чтобы устранить препятствия для глубокой работы и создать условия для успеха. Когда речь идет о глубокой работе, важно создать среду, которая будет способствовать этому. Один из самых важных факторов – это свести к минимуму отвлекающие факторы. Отвлекающие факторы, будь то внутренние или внешние, мешают концентрации.
Они рассеивают наше внимание и отвлекают от текущей задачи, из-за чего становится невероятно сложно сохранять сосредоточенность. Современный мир полон отвлекающих факторов, от уведомлений на телефоне до шума в офисе или соблазна заняться чем-то в интернете. Эти отвлекающие факторы не только мешают нам сосредоточиться, но и снижают качество нашей работы. Каждый раз, когда нас отвлекают, нам приходится заново концентрироваться, а это требует времени и умственных усилий. Постоянное переключение между задачами может привести к умственному переутомлению и снижению способности к серьезной работе. Чтобы этого избежать, важно создать пространство, в котором будет минимум отвлекающих факторов. Для этого нужно контролировать свое окружение. В офисе или дома выделите специальное место для глубокой работы, где вас никто не будет отвлекать. Если возможно, найдите тихую комнату или уголок подальше от мест, где обычно бывает много людей. В этом пространстве не должно быть типичных отвлекающих факторов цифровой эпохи. Ни телевизора, ни социальных сетей, ни доступа к личным устройствам, которые могут соблазнить вас проверить сообщения или уведомления. Вам нужно, чтобы это пространство было предназначено исключительно для работы, требующей высокой концентрации. Зона без отвлекающих факторов позволит вам полностью погрузиться в свои задачи, не отвлекаясь на внешние факторы. Создание такого пространства означает не только устранение физических отвлекающих факторов. Важно также избавиться от внутренних отвлекающих факторов. Наш разум постоянно занят мыслями, заботами и списками дел. Чтобы справиться с этими внутренними отвлекающими факторами, полезно перед началом работы ставить перед собой четкие цели. Выделите время, чтобы записать, чего вы хотите достичь, и поставьте конкретные, измеримые цели. Это не только поможет вам сосредоточиться, но и избавит от лишних мыслей, которые могут отвлекать вас от текущей задачи. Выделите специальное место для работы и подготовьте свой разум к концентрации, чтобы повысить свою способность выполнять работу на высоком уровне и снизить вероятность того, что ваше внимание будет рассеиваться на другие дела. Роль технологий в современном мире — управление цифровыми отвлекающими факторами. Технологии — один из самых значительных источников отвлечения. С самого утра мы подвергаемся воздействию цифровых стимулов: электронные письма, текстовые сообщения, уведомления в социальных сетях и постоянный поток оповещений. Хотя технологии во многом сделали нашу жизнь более эффективной, они также требуют нашего постоянного внимания. Каждый сигнал, звук или уведомление отвлекают нас от текущей задачи, нарушая концентрацию и рассеивая внимание. В контексте глубокой работы цифровые отвлекающие факторы особенно проблематичны, поскольку мешают нам полностью погрузиться в когнитивно сложные задачи. Чтобы справиться с этим, важно установить границы в использовании технологий и использовать их как инструмент для глубокой работы, а не как источник отвлечения. Начните с отключения ненужных уведомлений. Этот простой шаг может существенно повлиять на вашу способность концентрироваться, поскольку вы больше не будете постоянно получать обновления и оповещения. Если вы работаете над задачей, требующей глубокой концентрации, попробуйте убрать телефон в другую комнату. Использовать блокировщики сайтов, чтобы предотвратить доступ к отвлекающим сайтам, или установить определенное время для проверки электронной почты или социальных сетей. Эти действия направлены не только на то, чтобы ограничить отвлекающие факторы. Они помогают создать среду, которая способствует концентрации и повышает продуктивность. Устанавливая четкие границы в использовании технологии, вы создаете ментальное пространство, необходимое для глубокой работы. Также полезно заранее определить время, когда вы будете проверять электронную почту, социальные сети или другие цифровые коммуникации. Это время должно быть запланировано и не подлежит обсуждению. Ограничивая взаимодействие с технологиями в эти периоды, вы не позволяете им отвлекать вас в течение дня. Такая структура позволяет вам контролировать цифровую среду, а не наоборот. Когда вокруг меньше цифрового шума, ваш мозг может сосредоточиться на задаче, что приводит к более глубокой и значимой работе. Технологии могут быть отличным помощником в работе, но ими нужно управлять, чтобы они не отвлекали вас постоянно.
Для эффективной и глубокой работы важно не только создать среду без отвлекающих факторов, но и подготовиться к ней умственно и физически. Это необходимо для того, чтобы сосредоточиться на задаче и выполнить ее качественно. Глубокая работа требует умственного напряжения. Она требует высокой концентрации, решения проблем и творческого мышления. Чтобы работать на максимуме своих возможностей, нужно, чтобы и ваш разум, и тело были в оптимальном состоянии для сосредоточенности. Это начинается с физической подготовки. Хорошо отдохнувший организм способен дольше сохранять концентрацию, а физический дискомфорт или усталость могут сильно мешать глубокой работе. Чтобы быть физически готовым к ней, высыпайтесь, придерживайтесь здорового питания и регулярно занимайтесь спортом, чтобы поддерживать бодрость и концентрацию. Физическое здоровье – это основа ясности ума, и оно может существенно повлиять на вашу способность концентрироваться и выполнять работу высокого уровня. Не менее важна и психологическая подготовка. Перед тем, как приступить к серьезной работе, полезно провести небольшой ритуал, который даст вашему мозгу сигнал, что пора сосредоточиться. Это может быть что-то простое, например, несколько глубоких вдохов, медитация в течение нескольких минут или запись ваших целей на этот сеанс. Такие ритуалы помогают очистить разум от отвлекающих факторов и настроиться на работу. Они также помогают начинать каждый сеанс серьезной работы с четким пониманием цели и направления. Вместо того, чтобы сразу приступать к задаче без подготовки, найдите время, чтобы напомнить себе, почему эта работа важна и как она соотносится с вашими общими целями. Это чувство цели поможет вам преодолеть сопротивление и сохранять концентрацию, когда возникают трудности. Наконец, не стоит недооценивать силу перерывов. Серьезная работа хоть и приносит удовлетворение, но утомляет умственно. Поэтому очень важно делать регулярные перерывы, чтобы сохранять высокую концентрацию. Хорошее правило – работать блоками по 90 минут, а затем делать короткий перерыв. Во время этих перерывов занимайтесь чем-то отличным от работы, например, растяжкой, прогулкой или прослушиванием музыки. Эти перерывы позволяют мозгу перезагрузиться и восстановиться, помогая вам сохранять энергию и концентрацию для следующего сеанса работы. Управляя своим психическим и физическим состоянием, вы можете оптимизировать свою способность к серьезной работе и сделать каждый сеанс продуктивным, целенаправленным и приносящим удовлетворение. В этой главе мы рассмотрели, как важно ваше окружение для поддержки или препятствия вашей способности к серьезной работе. Мы обсудили, как создать зону, свободную от отвлекающих факторов, которая способствует концентрации, как управлять цифровыми отвлекающими факторами, устанавливая границы в использовании технологий, и как подготовить свой разум и тело к когнитивным нагрузкам при выполнении сложной работы. Создание рабочей среды – это не просто устранение препятствий, это активное создание условий, которые поддерживают продуктивную, осмысленную работу. Оптимизируя свое физическое и умственное окружение, вы повышаете свою способность к глубокой работе и увеличиваете свою продуктивность, концентрацию и творческий потенциал. По мере продвижения вперед помните, что глубокая работа – это не только усилия, которые вы прилагаете к своим задачам, но и среда, которую вы создаете для достижения успеха. В этой главе подчеркивается важность создания рабочей среды, которая способствует глубокой концентрации, сводит к минимуму отвлекающие факторы и подготавливает ваше тело и разум к требованиям глубокой работы. Управляя своим физическим и цифровым пространством, а также внедряя распорядок дня и практики, которые оптимизируют вашу энергию и внимание, вы можете создать оптимальные условия для глубокой работы и раскрыть свой потенциал. Глава 7. Искусство поддержания концентрации. Как развить когнитивную выносливость для глубокой работы? Человеческий разум невероятно силен и способен на удивительные творческие свершения, концентрацию и решение проблем. Однако, несмотря на его потенциал, наша способность сохранять концентрацию в течение длительного времени часто ограничена. В мире, полном отвлекающих факторов, где каждую секунду нас бомбардирует информация и прерывание, способность сосредоточиться на глубокой непрерывной работе стала редким и ценным навыком. Но, как и любой навык, способность сохранять концентрацию в течение длительного времени можно развить с помощью практики и целеустремленности.
В этой главе мы рассмотрим, как развить когнитивную выносливость для глубокой работы, стратегии поддержания концентрации в течение длительного времени, а также умственные и физические практики, которые помогут вам оставаться сосредоточенным, энергичным и продуктивным во время самых напряженных рабочих сессий. Эта глава не о том, как заставить себя работать дольше или усерднее. Скорее, она о том, как понять, как работает наш мозг и как научиться концентрироваться на глубокой работе, не выгорая при этом. Развивая когнитивную выносливость, вы сможете добиваться большего за меньшее время и научитесь сохранять концентрацию. Понимание когнитивной усталости, почему концентрация – это тяжелая работа для развития когнитивной выносливости. Сначала нужно понять, почему так сложно сохранять концентрацию в течение длительного времени. В отличие от физической выносливости, которая требует от наших мышц предельных усилий и развития силы с течением времени, когнитивная выносливость требует от нашего мозга умения поддерживать концентрацию, не отвлекаясь и не уставая. Но наш мозг не предназначен для непрерывной работы в течение нескольких часов. Когнитивная усталость, умственное истощение, наступающее после продолжительной интенсивной работы, это естественная реакция на умственные нагрузки при глубокой работе. Мозг потребляет огромное количество энергии, когда мы выполняем задачи, требующие концентрации, и как и физические мышцы, он может уставать от продолжительной работы. Вот почему после долгой глубокой работы вы можете чувствовать себя морально истощенным, как будто ваш мозг пуст. Ресурсы, необходимые для поддержания концентрации, ограничены, и без правильного управления концентрация может быстро снизиться. Когнитивная усталость также усиливается из-за постоянных отвлекающих факторов, как внешних, так и внутренних. Внешние отвлекающие факторы, такие как шум, прерывание или соблазн заглянуть в социальные сети, могут нарушить вашу концентрацию, заставляя мозг переключаться на другие задачи и тратить ценную умственную энергию на то, чтобы снова сосредоточиться. Внутренние отвлекающие факторы, такие как блуждающие мысли, беспокойство или сомнения в себе, усложняют задачу поддержания концентрации. Каждый раз, когда ваше внимание переключается на что-то другое, будь то из-за внешнего или внутреннего фактора, требуется время и энергия, чтобы снова сосредоточиться. Чем чаще происходят такие прерывания, тем больше истощается ваша когнитивная энергия и тем сложнее становится сохранять концентрацию. Этот цикл начала и окончания работы не только снижает продуктивность, но и вызывает чувство умственного истощения, из-за которого со временем становится сложнее заниматься глубокой работой. Понимание когнитивной усталости – это первый шаг к развитию когнитивной выносливости. Ключ к поддержанию концентрации – не просто преодолевать усталость, а научиться справляться с ней и восстанавливаться. Используя методы, которые снижают умственную нагрузку, позволяют восстанавливаться и повышают когнитивные способности, вы можете развить выносливость, необходимую для глубокой работы в течение длительного времени без выгорания и снижения результатов. Развитие когнитивной выносливости – это постепенный процесс, требующий последовательности, целеустремленности и осознания возможностей вашего мозга. Речь идет не о том, чтобы доводить себя до изнеможения, а о том, чтобы тренировать свой мозг, чтобы он мог фокусироваться все дольше и дольше, сохраняя ясность и энергию. Сила регулярных перерывов, предотвращение умственного выгорания – одна из самых эффективных стратегий развития когнитивной выносливости – делать регулярные перерывы во время работы. Это может показаться нелогичным. Почему перерыв помогает дольше концентрироваться? На самом деле перерывы – это не признак слабости или отсутствия дисциплины. На самом деле они необходимы для поддержания ясности ума и предотвращения когнитивного выгорания. Исследования показывают, что мозг работает лучше всего, когда чередует периоды интенсивной концентрации и отдыха. Так же, как марафонцу нужно делать перерывы, чтобы не устать, вашему мозгу нужны регулярные перерывы, чтобы сохранять работоспособность. Без перерывов наступает умственное переутомление, и способность концентрироваться ухудшается. Даже короткий перерыв позволяет мозгу перезагрузиться, отдохнуть и вернуться к работе с новыми силами. Есть несколько стратегий, как включить перерывы в свой рабочий график. Одна из самых популярных – техника помидора, когда вы работаете сфокусированно по 25 минут, а затем делаете 5-минутный перерыв.
После 4 циклов вы делаете более продолжительный перерыв на 15-30 минут. Эта техника помогает мозгу восстановиться между периодами интенсивной работы, чтобы ваша когнитивная энергия не истощалась слишком быстро. Техника помидора также помогает сохранять чувство срочности и концентрации, так как вы знаете, что скоро будет перерыв, и вам будет легче не отвлекаться и продолжать работу. Однако техника помидора — это всего лишь один из примеров того, как структурировать работу и отдых. Главное — найти свой ритм. Это может быть работа в течение более длительного времени с меньшим количеством перерывов или работа с более короткими интервалами. Цель — найти баланс между концентрацией и отдыхом, чтобы ваш мозг оставался ясным, внимательным и готовым к длительной, глубокой работе. Также важно, чтобы перерывы были восстанавливающими. Простого отвлечения от работы на несколько минут недостаточно. Ваши тормоза должны быть сконструированы таким образом, чтобы ваш мозг мог по-настоящему отдохнуть. Это означает, что вы должны заниматься деятельностью, которая полностью отличается от умственных потребностей вашей работы. Например, ходить на прогулку, делать растяжку, практиковать осознанность или даже медитировать. Занятия, связанные с физическим движением, особенно эффективны для подзарядки когнитивной энергии, поскольку они способствуют притоку крови к мозгу и помогают облегчить боль. Физическое напряжение, которое может накапливаться в результате длительного сидения. Эти восстановительные перерывы позволяют вашему разуму перезагрузиться, так что когда вы вернетесь к своей основной работе, вы сможете приступить к ней с новыми силами и сосредоточенностью. Укрепляйте психическую устойчивость, тренируйте свой мозг для концентрации внимания. Хотя перерывы необходимы для поддержания когнитивной выносливости, развитие способности сохранять концентрацию в течение длительного времени также требует умственной тренировки. Как и физическая выносливость, когнитивная выносливость улучшается с практикой. Чем больше вы заставляете свой мозг оставаться сосредоточенным, тем сильнее становится ваша способность концентрироваться. Ключ к повышению умственной устойчивости заключается в том, чтобы начать с малого и постепенно увеличивать интенсивность и продолжительность сеансов концентрации. Если ты только начинаешь развивать свою способность к глубокой работе, важно начинать с более коротких периодов сосредоточенности, а затем постепенно увеличивать их. Попытка сразу перейти к многочасовой глубокой работе, скорее всего, приведет к разочарованию и эмоциональному выгоранию. Вместо этого стремитесь к балансу между вызовами и возможностями, постепенно расширяя границы своей сосредоточенности и следя за тем, чтобы не перегружать способность своего мозга к концентрации. Один из способов повысить умственную устойчивость — это практика осознанности, которая может помочь тренировать ваш мозг оставаться присутствующим и сосредоточенным. Осознанность предполагает уделение внимания настоящему моменту без осуждения, что может помочь вам лучше осознавать, когда ваш разум начинает блуждать. Регулярно практикуя осознанность, вы укрепляете свою способность концентрироваться на текущей задаче, даже когда вас что-то отвлекает. Осознанность также помогает избавиться от ментального беспорядка, который часто мешает сосредоточиться. Когда ваш разум переполнен беспокойством, тревогой или бесконечным потоком мыслей, гораздо сложнее сосредоточиться на работе. Осознанность помогает избавиться от ментального шума и позволяет вам полностью сконцентрироваться на своей работе. Кроме того, развитие установки на рост играет решающую роль в формировании психологической устойчивости для глубокой работы. Установка на рост — это вера в то, что ваши способности и интеллект можно развить с помощью усилий и практики. Когда вы принимаете установку на рост, вы воспринимаете трудности как возможности для развития, а не как препятствия, которых нужно избегать. Такой подход помогает вам преодолевать неизбежные моменты разочарования или трудностей, возникающие во время работы над проектом. Вместо того, чтобы воспринимать отвлекающие факторы или потерю концентрации как признак неудачи, вы воспринимаете их как часть процесса обучения. Со временем такой подход помогает вам стать более устойчивым, что позволяет дольше сохранять концентрацию и справляться с дискомфортом, связанным с длительной и глубокой работой. В этой главе мы рассмотрели концепцию когнитивной выносливости и то, как развить умственную стойкость, необходимую для глубокой работы. Мы обсудили, как когнитивная усталость влияет на нашу способность концентрироваться, важность регулярных перерывов для поддержания концентрации и практики, которые помогут укрепить вашу психологическую устойчивость. Развитие когнитивной выносливости — это не про то, чтобы заставлять себя работать дольше. Это про то, чтобы тренировать свой разум, чтобы со временем он мог лучше и эффективнее концентрироваться.
Если вы научитесь управлять своей умственной энергией, делать перерывы для восстановления сил и развивать мышление роста, то сможете развить выносливость, необходимую для длительной сосредоточенной работы. Это не только повысит вашу продуктивность, но и позволит вам полностью раскрыть свой потенциал и работать максимально эффективно. Глава 8. Перестройка мозга. Долгосрочные последствия дофаминового голодания. Концепция перестройки мозга часто ассоциируется с радикальными изменениями личности. Когда человек из рассеянного и импульсивного превращается в сосредоточенного и спокойного, казалось бы, за одну ночь. Но на самом деле этот процесс более медленный, глубокий, долгосрочный, чем многие думают. Речь идет не просто о замене плохих привычек хорошими. Речь идет о реструктуризации самой архитектуры мозга, о том, как он обрабатывает информацию, реагирует на стимулы и регулирует мотивацию. Когда мы говорим о дофаминовом голодании и его долгосрочном эффекте, мы на самом деле имеем в виду невероятную способность мозга адаптироваться и меняться со временем, его нейропластичность. Эта глава посвящена пониманию этого долгосрочного процесса. Мы рассмотрим, как дофаминовое голодание помогает изменить мозг для достижения устойчивого внимания, какие изменения происходят при регулярной практике, и как вы можете научиться управлять своим вниманием и развить такой мозг, который будет служить вам, а не отвлекать вас. Речь идет не только о том, чтобы избавиться от вредных привычек или научиться говорить «нет». Речь идет о том, чтобы кардинально изменить свое отношение к миру и к себе. Нейропластичность и изменение привычек. Мозг не статичен. Десятилетиями нейробиологи считали, что к моменту взросления структура нашего мозга уже сформирована. Конечно, мы можем учиться новому, но основные связи привычки, импульсы и автоматические паттерны в основном остаются неизменными. Но исследования нейропластичности полностью опровергли это предположение. Теперь мы знаем, что мозг постоянно меняется в зависимости от того, что мы в него загружаем, от того, какой выбор мы делаем, и от того, какие привычки мы закрепляем. Каждый раз, когда ты сопротивляешься желанию бесцельно листать ленту или откладываешь сложную задачу, не переключаясь на другие вкладки, ты посылаешь своему мозгу сигнал. Это путь, который я хочу укрепить. И твой мозг слушает. В процессе, который называется синаптической обрезкой, нейронные связи, которые часто используются, становятся сильнее и эффективнее, а те, которые не используются, начинают ослабевать. Это значит, что каждый раз, когда ты выбираешь глубокую работу вместо отвлекающих факторов, ты не просто сопротивляешься чему-то. Ты активно прокладываешь новые, более целенаправленные пути в своем сознании. Со временем эти изменения становятся более заметными. То, что раньше казалось трудным, сопротивляться соблазну в Инстаграм, оставаться сосредоточенным в течение часа, избегать бессмысленных развлечений, становится привычкой. Трудности исчезают не потому, что мир становится менее заманчивым, а потому, что твой мозг адаптируется к другому режиму работы. В этом суть трансформации привычек. Это не значит, что ты должен стиснуть зубы и идти по жизни. Это значит, что ты меняешь то, что кажется естественным. Чем больше ты отказываешься от поведения, вызывающего выброс дофамина, и придерживаешься дисциплинированного, осознанного подхода, тем больше осознанное поведение становится для тебя нормой. Вот почему небольшие последовательные действия важнее, чем огромные, но неустойчивые усилия. Ты не просто пытаешься прожить неделю без любимого развлечения. Ты учишь свой мозг расставлять приоритеты, ожидаешь от себя определенных действий и формируешь свой образ. Это изменение личности, вызванное нейропластичностью, основа долгосрочных изменений. Важно отметить, что это изменение касается не только так называемых продуктивных привычек. Оно также влияет на то, как мы получаем удовольствие. Когда мозг перестает постоянно испытывать стимуляцию от новых впечатлений, он начинает находить радость в более тонких и значимых вещах. Прогулка приносит больше удовольствия. Одна страница книги захватывает целиком. Мгновение тишины кажется насыщенным, а не пустым. В этом и заключается прелесть нейропластичности. Она не только позволяет нам менять свое поведение, но и меняет наше внутреннее восприятие мира. Со временем вы не просто начинаете вести себя по-другому, вы по-другому чувствуете. И в обществе, которое привыкло к мгновенным удовольствиям и излишествам, это изменение можно назвать революционным.
Когда большинство людей начинают практиковать дофаминовое самоограничение, им поначалу трудно сосредоточиться. Их мысли блуждают, они ерзают, они тянутся за телефоном, даже когда не должны этого делать. Это не признак неудачи. Это признак адаптации. Современный разум подобен мышце, которая атрофировалась за годы бездействия. Ожидать, что он сразу начнет работать на высоком уровне, нереально, но, как и в случае с физическими тренировками, постоянные усилия со временем приводят к значительным улучшениям. По мере того, как вы продолжаете практиковать глубокую работу и избавляетесь от отвлекающих факторов с высоким уровнем дофамина, ваш мозг начинает развивать выносливость. Задачи, которые раньше казались утомительными или невыполнимыми за один присест, становятся более выполнимыми. В конце концов, они становятся захватывающими. Это одно из самых значительных преимуществ долгосрочной дофаминовой дисциплины. Ваша способность к концентрации усиливается как по продолжительности, так и по интенсивности. Эта усиленная концентрация не только повышает вашу производительность, но и кардинально меняет ваше отношение ко времени и вниманию. Вместо того, чтобы переключаться между задачами или чувствовать, что времени никогда не хватает, вы начинаете воспринимать работу более плавно и комплексно. Когда вы полностью сосредоточены, время растягивается. 1 час непрерывной целенаправленной работы может принести больше пользы, чем 4 часа разрозненных отвлеченных усилий. По мере того, как ваш мозг привыкает к такому ритму, он начинает жаждать этого. Бесконечные дофаминовые всплески от прокрутки или поверхностных развлечений уже не так привлекательны, не потому, что они запрещены, а потому, что они бледнеют по сравнению с удовлетворением от истинного погружения. Именно тогда ты понимаешь, что твоя сосредоточенность стала более зрелой, когда она становится самоусиливающейся. Тебе больше не нужно заставлять себя концентрироваться, потому что сам акт глубокой работы сам по себе становится наградой. Более того, постоянная сосредоточенность создает обратную связь, укрепляющую уверенность. Каждый раз, когда ты выполняешь сложную задачу, не отвлекаясь, ты что-то доказываешь самому себе. Ты укрепляешь веру в то, что способен на глубокую, значимую работу. Эта уверенность крепнет с каждым занятием, с каждым завершенным проектом, с каждым преодоленным моментом сопротивления. В конце концов, ты начинаешь воспринимать себя не как человека, которому трудно сосредоточиться, а как человека, который преуспевает в этом. Этот сдвиг в самооценке – один из самых мощных результатов долговременной дофаминовой дисциплины. Это приводит тебя от усилий к самоидентификации, от попыток оставаться на задании к тому, чтобы просто быть человеком, который это делает. И этот сдвиг не является хрупким. Он долговечен. Он остается с тобой, даже когда мир снова становится шумным. Когда ты становишься архитектором своего внимания, в процессе перестройки своего мозга наступает момент, когда ты начинаешь осознавать нечто глубокое. Ты не находишься во власти своих импульсов. Ты не обречен на рассеянность. Ты не являешься пассивным получателем капризов своего мозга. Ты сам управляешь своим вниманием. И осознание этого меняет все. Когда вы осознаете, что ваше окружение, распорядок дня, цифровые привычки и даже образ мышления находятся под вашим контролем, вы начинаете относиться к концентрации как к ремеслу, а не как к ограничению. Вы больше не воспринимаете дисциплину, основанную на дофамине, как набор правил, а как форму свободы действий. У вас есть возможность формировать свой внутренний мир, а значит и внешний мир тоже. Этот уровень осознанности не приходит в одночасье. Он формируется постепенно, в результате регулярной практики и размышлений. Вы начинаете замечать, какие условия помогают вам сконцентрироваться, а какие мешают. Вы определяете периоды дня, когда ваша энергия на пике, и выстраиваете свой график с учетом этого. Вы упорядочиваете свое цифровое пространство так, чтобы оно поддерживало ваши цели, а не мешало им. Вы не просто избавляетесь от отвлекающих факторов, вы заменяете их ритуалами концентрации, сигналами, которые говорят вашему мозгу, что пришло время углубиться в работу. Это может быть что-то простое, например, определенный плейлист, чашка кофе из определенной кружки или несколько минут на глубокое дыхание перед началом работы. Со временем эти маленькие действия становятся якорями, напоминающими вам, что вы контролируете ситуацию, что это пространство священно и что ваше внимание не продается.
В конце концов, ваш внешний мир начинает отражать вашу внутреннюю ясность. Вы чаще говорите «нет», но не потому, что избегаете чего-то, а потому, что это соответствует вашим целям. Вы отдаете предпочтение глубине, а не широте, содержанию, а не скорости. И самое главное, вы начинаете защищать свою концентрацию не только как инструмент для повышения продуктивности, но и как отражение того, кем вы становитесь. Вы больше не гонитесь за стимуляцией, чтобы избежать скуки. Вы больше не боитесь тишины. Вы принимаете ее, потому что ты знаешь, что именно в тишине рождается озарение, расцветает творчество и начинается настоящий рост. Став хозяином своего внимания, ты обретаешь контроль над своей жизнью, что является редким, мощным и очень освобождающим. Глава 9. От хаоса к ясности. Как вернуть время с помощью дофаминового режима в современном мире. Борьба за ваше внимание – это также борьба за ваше время. Хотя время идет своим чередом, в цифровую эпоху мы воспринимаем его совершенно иначе. Часто нам кажется, что время ускользает сквозь пальцы, и не потому, что день стал короче, а потому, что наше внимание рассеивается на тысячи мигающих уведомлений, бесконечных лент и отвлекающих факторов, которые незаметно отнимают у нас минуты и часы. В основе дофаминового детокса лежит мощное возвращение к контролю над временем. Это возвращение к ясности, намеренное изменение наших ежедневных ритмов, чтобы мы не просто реагировали на жизнь, а целенаправленно ее формировали. В этой главе мы рассмотрим процесс превращения времени из хаотичной силы, которая нами управляет, в структурированную, согласованную систему, которая служит нашим самым глубоким целям. Временная слепота в цифровую эпоху. Одним из самых опасных последствий неконтролируемой дофаминовой зависимости является то, что психологи называют временной слепотой. Это не просто опоздание на встречи или пропуск назначенных встреч. Это нарастающая неспособность чувствовать, сколько времени проходит, оценивать ход дня с какой-либо точностью. Временная слепота особенно распространена среди людей, которые проводят большую часть дня за занятиями, вызывающими выброс дофамина, листают соцсети, смотрят сериалы, переключаются с вкладки на вкладку в браузере. Эти занятия могут казаться безобидными в небольших дозах, но они сильно искажают наше восприятие времени. Мы садимся, чтобы, как нам кажется, потратить 5 минут на скроллинг, а через час обнаруживаем, что не помним, что смотрели. В отличие от задач, требующих нашего внимания и приводящих к значимому результату, эти цифровые развлечения не оставляют следа в нашей памяти. Они заполняют время, не принося пользы, и поскольку не требуют реального умственного напряжения, создают туман в голове. Размытое ощущение времени, которое кажется одновременно пустым и утомительным. Чем больше времени мы проводим в таком состоянии, тем хуже мы понимаем, сколько времени занимают задачи, как мы проводим дни и сколько времени у нас действительно есть. Мы перегружаем себя, потому что недооцениваем. Мы откладываем дела, потому что думаем, что времени еще много. К концу дня мы паникуем, чувствуя, что ничего не сделали, хотя были заняты несколько часов. Дисциплина, основанная на дофамине, начинается с отказа от этих искусственных стимулов, искажающих восприятие времени. Когда мы перестаем отвлекаться на быстрые клики, когда мы больше не переключаемся с видео на уведомления и сообщения, что-то начинает меняться. Мы снова начинаем чувствовать время. Минута начинает казаться минутой. Часа становится достаточно, чтобы сделать что-то значимое. С вновь обретенным осознанием мы начинаем делать другой выбор. Мы начинаем планировать не только продуктивность, но и баланс. Мы учимся ценить время как ограниченный священный ресурс, а не относиться к нему как к бесконечному потоку, в который можно беззаботно окунаться. В этом есть и эмоциональный аспект. Временная слепота часто сопровождается чувством вины, беспокойства и разочарования. Мы чувствуем вину за потраченное впустую время, беспокоимся о сроках и расстраиваемся из-за того, что не можем ничего изменить. Но правда в том, что это не наша личная проблема. Это недоработка систем, которые мы допустили в своей жизни. Уведомления созданы для того, чтобы отвлекать, алгоритмы, чтобы увлекать, интерфейсы, чтобы держать нас на крючке. Осознание этого – первый шаг к тому, чтобы простить себя и двигаться дальше.
Детокс от дофамина – это не просто дисциплина. Это осознание. Избавившись от этих искажающих восприятие времени факторов, мы обретаем ясность не только в отношении времени, но и в отношении себя. Мы начинаем снова доверять своему чувству времени, привыкаем к нормальному ритму дня и восстанавливаем связь с часами. Перестраиваем свой день для глубокой работы. Как только мы избавимся от шума и восстановим чувство времени, следующим шагом будет перестройка нашего дня для глубокой работы. Это не просто составление списка дел или использование нового планировщика. Это фундаментальная переориентация нашего взгляда на структуру жизни. Глубокая работа – это не то, что делается в свободное время. Это то, что должно быть встроено в структуру вашего дня. И это начинается с создания условий для сосредоточенной работы. Контейнер – это отрезок времени, пространство, свободное от прерываний, отвлекающих факторов и шума, которое защищено так же серьезно, как встреча или визит к врачу. Когда вы начинаете работать над проектами, вы больше не оставляете самое важное на потом. Вы утверждаете, что концентрация – это не роскошь, а необходимость. Контейнеры для работы наиболее эффективны, когда они последовательны. Мозг лучше работает в привычном режиме. Если вы будете глубоко концентрироваться в течение первых 2 часов каждое утро, ваш мозг привыкнет к такому ритму. Вы будете входить в эти часы с меньшим сопротивлением и большей ясностью. Детокс дофамина ускоряет этот процесс, устраняя отвлекающие факторы, которые могли бы рассеивать ваше внимание. Без соблазна получить быстрый выброс дофамина, ваш мозг научится погружаться в более тонкое, но гораздо более продуктивное состояние потока, которое обеспечивает глубокая работа. Со временем это превращается в замкнутый круг. Чем больше вы занимаетесь сосредоточенной работой, тем легче она вам дается. Чем легче она дается, тем больше вы доверяете себе. Чем больше вы доверяете себе, тем больше у вас уверенности. Именно так успешные творческие люди, мыслители и предприниматели создают выдающиеся произведения не с помощью безумной многозадачности, а благодаря регулярному погружению в работу в хорошо продуманных контейнерах. Не менее важно в этом процессе управление переходами. Большая часть нашей когнитивной энергии теряется в пространстве между задачами, когда мы переключаемся с одного контекста на другой без четких границ или ритуалов. Создавая четкие начало и конец для наших блоков глубокой работы, мы уменьшаем умственное напряжение и экономим силы. Например, начало сеанса концентрации с короткой прогулки, дыхательного упражнения или звукового сигнала, например, определенного плейлиста или звукового ландшафта, помогает мозгу плавно переключаться. Завершение сеанса с помощью короткого размышления или записи в дневник помогает подвести итог и создает ощущение прогресса и завершенности. Эти ритуалы, какими бы простыми они ни казались, являются мощным инструментом для установления нового ритма вашей жизни. Они напоминают вам, что вы не просто работаете, а целенаправленно практикуете концентрацию, присутствие и развитие. Выстраивая ритм осознанной жизни, вы начинаете с того, что просто структурируете свой рабочий день, но постепенно это перерастает в совершенно новый образ жизни. Заключительным и самым важным этапом восстановления времени с помощью дофаминового режима является появление того, что можно назвать только ритмом осознанной жизни. На этом этапе принципы концентрации, ясности и глубокой работы больше не ограничиваются рабочими задачами. Они проникают во все сферы вашей жизни. Вы начинаете более осознанно питаться, больше гулять, говорить более взвешенно. Даже досуг приобретает другую форму. Вас больше не тянет к бессмысленным развлечениям, а привлекает то, что обогащает, питает и заряжает энергией. Чтение, садоводство, прогулки на природе, неспешные беседы. Это больше не воспринимается как роскошь, а как неотъемлемая часть жизни. Осознанная жизнь означает, что вы больше не действуете на автомате. Вы выбираете свои действия, то, что вы вводите и что выводите. Вы больше не реагируете на все подряд. Вы действуете проактивно. Хаос, который раньше определял ваш день, уступает место ясности, не потому что все идеально организовано, а потому что вы развили внутренний компас.
Этот компас позволяет вам ориентироваться в неизбежной неопределенности и шуме современной жизни, не теряя почву под ногами. Вам не нужно реагировать на каждое оповещение или звонок. Вам не нужно гнаться за каждой новой тенденцией или бояться что-то упустить. Вы живете в своем собственном ритме. Ритме, который соответствует вашим целям, ценностям и душевному спокойствию. Возможно, самое главное, что осознанная жизнь приносит глубокое чувство удовлетворения. Когда каждый твой день наполнен тем, что для тебя важно, даже обыденное становится значимым. Мыть посуду, написать один абзац, послушать музыку — все это становится возможностью быть здесь и сейчас, быть вовлеченным, быть живым. Детокс дофамина — это не про ограничение. Это про расширение. Избавляясь от ложных стимулов, мы освобождаем место для настоящего удовлетворения. Избавляясь от бессмысленных действий, мы открываем для себя богатство повседневного опыта. Это и есть главная награда за то, что мы вернули себе время. Не просто повышение продуктивности, а улучшение жизни, когда ты больше не пассажир, а пилот, больше не рассеян, а сосредоточен, больше не спешишь, а делаешь все осознанно. Глава 10. Перестройка системы вознаграждения. Большую часть жизни нас учат, что дисциплина — это сила, которую мы должны в себе воспитывать, как жесткие рамки, которые мы несем против своей воли, преодолевая дискомфорт ради чего-то большего. Но что, если это понимание ошибочно? Что, если настоящая дисциплина не в подавлении, а в глубокой перестройке восприятия вознаграждения нашим мозгом? В основе каждой привычки, каждого решения, каждого повторяющегося действия лежит система подкрепления. Мы делаем то, что приносит удовольствие, или то, что когда-то приносило удовольствие, или то, что, по нашему мнению, может принести удовольствие. Эта глава посвящена тому, чтобы заглянуть под поверхность этой системы подкрепления, этой первичной цепочки желания, действия и вознаграждения, и научиться ее перестраивать. Когда мы говорим о детоксе дофамина, мы имеем в виду не просто избавление от шума. Мы говорим о фундаментальной перестройке схемы, которая управляет нашим поведением, чтобы то, что мы хотим делать, стало тем, что нам нравится делать. Здесь происходит волшебство. Здесь дисциплина становится естественной, а усилия превращаются в желание. Мы понимаем, что каждый раз, когда мы совершаем какое-то действие и чувствуем удовлетворение, наш мозг записывает небольшую заметку «это хорошо». Сделай это снова. Эта заметка записана в дофамине. Дофамин не просто приносит нам удовольствие. Он подсказывает нам, чего мы хотим в будущем. Чем чаще мы совершаем действие, которое вызывает выброс дофамина, тем сильнее становится эта связь. В этом суть обучения подкреплением в человеческом мозге. Если мы съедаем печенье и оно нам нравится, мы не просто наслаждаемся моментом. Мы запоминаем весь опыт: запах кухни, звук шуршащей упаковки, взгляд на полку в кладовке в виде сложной сети ассоциаций, которые побуждают нас повторить это снова. Мозг становится мастером эффективности, постоянно ищет возможности повторить этот опыт. Проблема современного мира не в том, что эта система сломана. Ее просто взломали. Мы живем в окружении сверхстимулов. Гиперкалорийная еда, бесконечная новизна в интернете, постоянные уведомления, которые искусственно повышают уровень дофамина. Эти интенсивные сигналы вытесняют более спокойные и значимые. Чтение книги, выполнение задачи, физические упражнения — все это приносит глубокое удовлетворение в долгосрочной перспективе, но вызывает гораздо меньше мгновенного выброса дофамина. Со временем наша система вознаграждения становится склонной к поверхностному, легкому и мгновенному. Мы теряем способность прилагать усилия, стремиться к тому, что требует терпения. Вот почему детокс так важен, не потому что мы хотим страдать, а потому что нам нужно перестроиться. Представьте мир, в котором вы проходите мимо телефона и не испытываете желания проверить его. Когда садишься писать, и твой мозг реагирует не страхом, а любопытством. Когда физические упражнения приносят не наказание, а облегчение. Это возможно, но только если мы возьмем под контроль цикл обратной связи. Для этого нужно сначала разорвать цепочку автоматического подкрепления.
То есть убрать или сильно сократить действия, которые вызывают быстрый выброс дофамина без особой пользы. Социальные сети, просмотр сериалов, перекусы. Это ложные сигналы, от которых нужно отказаться. Но это только первый шаг. Второй, более важный шаг – начать подкреплять дофамином те действия, которые мы хотим закрепить. После интенсивной работы мы анализируем, празднуем, отмечаем, насколько сосредоточенными мы были. После тренировки мы наслаждаемся ощущением после движения. Мы обращаем внимание на награду, которая уже есть, и она становится ярче в нашем сознании. Чем больше мы ее замечаем, тем сильнее закрепляется эта связь в мозге. Со временем ассоциация усиливается. Желание начинает ассоциироваться с продуктивной работой. Это не принуждение. Это биологическое обучение, которое мы контролируем. Превращаем желания в полезные привычки. Если желания – это паттерны, которые отпечатались в наших нейронных связях, их можно переписать. Процесс трансформации, превращения разрушительных желаний в конструктивные – это не подавление, а перенаправление. Желание – это энергия, это тело и разум, готовые к действию. Мы часто направляем эту энергию на самый простой выход. Когда мы чувствуем беспокойство, мы тянемся к телефону. Когда мы в стрессе, мы открываем вкладку и листаем. Но что если направить эту энергию на поведение, которое соответствует нашим целям? Главное здесь не бороться с желанием, а направить его в другое русло. Вот где осознанная замена становится суперсилой. Мы выбираем качественную альтернативу, которая доступна, приносит пользу и удовольствие. И мы постоянно сочетаем ее с моментом, когда нам хочется чего-то. Со временем мозг привыкает. Желание листать соцсети превращается в желание вести дневник. Желание перекусить превращается в желание прогуляться. Желание получить стимуляцию превращается в желание подышать, перезагрузиться и снова включиться в работу. Конечно, это происходит не сразу. Мозгу нужно повторение, постоянство и четкая обратная связь. Вот почему метод формирования привычек так хорошо работает. Привязывая желаемое поведение к уже существующему сигналу, мы опираемся на уже сформированные нейронные связи. Допустим, вы привыкли от скуки проверять телефон. Вместо того, чтобы полностью избавиться от этого, вы заменяете это действие другим. Когда вы чувствуете желание, вы встаете, потягиваетесь и делаете 3 глубоких вдоха. Сначала это кажется незначительным, даже глупым, но сила в постоянстве. Вы учите свой мозг. Когда возникает это чувство, мы делаем вот что. Через несколько недель и месяцев новая привычка закрепляется. Желание никуда не исчезает, оно развивается. Оно становится сильнее. По сути, вы занимаетесь алхимией, берете необработанную энергию желания и превращаете ее во что-то, что делает вас сильнее, а не разрушает. Мы часто недооцениваем, как быстро могут произойти эти изменения, когда мозг перестает быть перегружен дешевыми стимулами. Через несколько дней после настоящей дофаминовой детоксикации люди замечают забытые удовольствия, свежесть утреннего воздуха, удовлетворение от завершения задачи. Тишина ощущается как теплое пространство, а не как пустота, которую нужно заполнить. Это не новые удовольствия. Они древние, всегда были доступны, но их заглушали. Когда ум успокаивается, он начинает жаждать глубины. Поверхностное теряет свою привлекательность. Глубокое становится притягательным. Это переломный момент, когда желание превращается в инструмент, а не в ловушку, когда дисциплина возникает не из-за усилий, а из-за желания, которое согласуется с ценностями. Чтобы поддерживать мотивацию через идентичность и эмоции, на последнем этапе перестройки системы вознаграждения нужно закрепить ее не только в поведении, но и в самосознании. Привычки, которые остаются с нами, это не просто то, что мы делаем. Это выражение того, кем мы себя считаем. Если вы считаете себя писателем, то писательство – это не просто задача, которую нужно выполнить. Это часть того, как вы взаимодействуете с миром. Если вы считаете себя дисциплинированным, то выбор сосредоточенности вместо отвлечения становится частью вашего образа. Идентичность – это самый глубокий уровень формирования привычек, и он формируется не только за счет повторения, но и за счет эмоций.
Каждый раз, когда мы выполняем сложную задачу, а потом с гордостью или благодарностью вспоминаем об этом, мы укрепляем свою идентичность. Мы не просто запоминаем задачу, мы запоминаем, что мы чувствовали, выполняя ее. Этот эмоциональный отпечаток становится тем, что помогает привычке закрепиться. Вот почему рефлексия так важна в процессе избавления от зависимостей. Недостаточно просто избегать отвлекающих факторов. Мы должны радоваться тому, что все идет по плану. Мы должны укреплять не только поведение, но и представление о себе. Таким образом, поддержание мотивации становится не столько вопросом принуждения себя, сколько вопросом укрепления связи между тем, кто мы есть, и тем, что мы делаем. Вот где на помощь приходит ведение дневника, общение с другими и рассказывание историй. Когда мы пишем о своих победах, пусть даже маленьких, мы учим свой мозг. Вот кем я становлюсь. Когда мы делимся своим опытом с другими, мы усиливаем обратную связь. Когда мы рассказываем себе историю о своем развитии, я раньше отвлекался, а теперь сосредоточен. Мы укрепляем нейронные связи, которые помогают меняться. Личность – это история, рассказанная в действии. Каждый выбор – это предложение. Каждая привычка – это абзац. Со временем эта история становится настолько сильной, что нарушение гармонии вызывает дискомфорт, но не из-за чувства вины, а потому что это больше не соответствует тому, кем мы являемся. Это устойчивая мотивация, не требующая усилий, не хрупкая, а основанная на чувстве собственного достоинства, которое требует честности. С этим новым образом жизни приходит и эмоциональный сдвиг. Раньше мы искали стимуляцию, чтобы избежать дискомфорта, а теперь мы принимаем вызов как возможность для роста. Дофамин больше не служит приманкой для отвлечения. Он становится ориентиром для целенаправленных действий. Мы учимся откладывать удовольствие не как форму наказания, а потому что мы испытываем радость от заслуженной награды. Мы верим, что сможем довести дело до конца, и эта вера становится источником спокойствия. Когда дисциплина больше не связана с ограничениями, а с резонансом с вашим высшим «я», мотивация больше не нужна. Она приходит сама собой, день за днем, как дыхание. Глава 11. Как достичь ясности ума? Избавление от внутреннего шума в мире, который становится все громче с каждым днем, не только в звуках, но и в мыслях, требованиях, отвлекающих факторах и мелких решениях. Достижение ясности ума стало одним из самых редких, но важных навыков для любого человека, который хочет глубоко погрузиться в работу. В эпоху цифровых технологий мы сталкиваемся с огромным потоком информации, которая засоряет наш внутренний мир, уведомления, фоновые тревоги, незавершенные задачи, незакрытые петли в наших мыслях. Все эти мелкие отвлекающие факторы в совокупности истощают нашу способность к концентрации, мешают ясно мыслить и принимать взвешенные решения. Эта глава посвящена тому, как справиться с этим ментальным хаосом и научиться наводить порядок в голове. Ясность ума – это не пассивный процесс. Это навык, который нужно развивать. Для этого нужно осознанно избавляться от шума, который мы привыкли считать нормальным. Хотя детоксикация дофамина в основном направлена на устранение внешних раздражителей, ясность ума затрагивает более глубокие слои. Что происходит в нашем внутреннем мире, когда мы отключаемся? Речь идет о создании пространства, а не просто тишины, и о тренировке ума, чтобы он мог возвращаться к настоящему моменту с силой и намерением. Когда мы научимся избавляться от ментального мусора, мы сможем мыслить прямолинейно, а не по спирали. Мы восстановим способность удерживать одну мысль, не позволяя ей распадаться под давлением. И что, пожалуй, самое важное, мы начнем слышать тихую мудрость, которая всегда была рядом, но была скрыта за шумом. Чтобы научиться добиваться ясности ума, нужно сначала понять, что именно мешает нам мыслить. Современный мозг постоянно перебирает огромное количество незавершенных мыслей и нерешенных задач. Мы называем это незакрытыми петлями. Это любая задача или обязательство, о которых мы думали, но еще не завершили, не закрыли и не прояснили. Как только мы вспоминаем, что нужно ответить на письмо, перезвонить кому-то, закончить отчет, купить продукты или навестить друга, наш мозг начинает работать в ускоренном режиме.
Но если эти задачи остаются нерешенными или неуправляемыми, они продолжают висеть в фоновом режиме, как открытые вкладки в браузере. Возможно, мы не думаем о них каждую секунду, но они все равно отнимают ресурсы нашего мозга. А еще есть более серьезные проблемы, например, неразрешенные конфликты, неуверенность в себе, страх неудачи и сожаление. Они не просто занимают наши мысли, они окрашивают их. Они искажают наше восприятие настоящего и представление о будущем. Когда наш разум переполнен невидимым напряжением, мы часто принимаем шум за истину. Мы делаем выбор на основе эмоций. Мы отвлекаемся не потому, что ленивы, а потому, что перегружены. Чтобы достичь ясности, нужно сначала определить источники внутреннего напряжения не для того, чтобы осуждать себя, а чтобы осознать их. Еще одна причина беспорядка в голове – это неконтролируемый поток информации. Мы привыкли думать, что должны ежедневно просматривать сотни фрагментов данных, заголовки, твиты, сообщения, видео, посты, не осознавая, что наш мозг не предназначен для обработки такого объема информации без последствий. Информационный перегруз – это не только про данные. Это про решения. Каждый фрагмент контента вызывает небольшие реакции, сравнения, суждения, любопытство, сомнения. Даже если они мимолетны, они накапливаются. Когда мы никогда не даем нашему разуму отдохнуть от потребления информации, мы лишаем его возможности переваривать, анализировать и понимать то, что он уже знает. Чтобы избавиться от ментального беспорядка, нужно сократить объем информации, замедлить поток и защитить границы нашего внимания. Когда мы становимся хранителями того, что попадает в наше ментальное пространство, мы начинаем замечать, какие мысли действительно наши, а какие просто отголоски внешнего мира. Когда мы понимаем, что именно засоряет наш разум, следующий шаг – это целенаправленное освобождение пространства. Ясность ума – это и искусство, и дисциплина. Для этого нужны инструменты и ритуалы, которые помогут нам отсеять внутренний шум и сосредоточиться на настоящем. Один из самых мощных и недооцененных инструментов – это мозговой штурм, когда вы записываете все, что приходит вам в голову, не фильтруя информацию. Цель не в том, чтобы сразу все организовать, а в том, чтобы разгрузить мозг. Когда мы переносим мысли на бумагу или в электронный блокнот, мы избавляемся от необходимости держать их в голове. Это помогает мозгу расслабиться. И часто это происходит сразу же. Когда мозг понимает, что ему не нужно отслеживать все, что происходит, он может расслабиться. Это первый шаг к ясности, когда мы избавляемся от груза мыслей. Но просто очистить разум недостаточно. Нужно еще и сосредоточиться. Сосредоточиться значит научить мозг снова успокаиваться и фокусироваться, даже если вокруг много отвлекающих факторов. Медитация – самый прямой путь к этому. Медитацию часто ошибочно считают чисто духовной практикой, но на самом деле это тренировка внимания. Это своего рода спортзал для мозга. Когда мы спокойно сидим, дышим и наблюдаем за мыслями, не пытаясь их контролировать, мы тренируем умственные способности, которые так необходимы в шумном мире. Даже 5-10 минут в день, посвященные сосредоточенному дыханию, могут значительно уменьшить количество мыслей, которые нас отвлекают. Цель не в том, чтобы избавиться от мыслей, а в том, чтобы изменить наше отношение к ним. Когда мы можем наблюдать за мыслью, не поддаваясь ей, мы снова обретаем контроль над собой. Есть и физические инструменты, которые помогают сохранять ясность ума. Например, движение полезно не только для тела, но и для мозга. Быстрая прогулка в тишине без наушников или других отвлекающих факторов часто эффективнее, чем час, потраченный на обдумывание проблемы. Движение помогает упорядочить мысли. Оно позволяет подсознанию находить решения без давления. Сон тоже важен для ясности ума. Недостаток сна ухудшает память, концентрацию и эмоциональную устойчивость. Когда мы устаем, все кажется тяжелее, в том числе и наши мысли. Очищение разума – это не просто практика. Это образ жизни. Защищать свой сон, заниматься спортом, сократить потребление кофеина после определенного времени и проводить время в тишине – это не роскошь. Это необходимость для ясного ума в хаотичном мире. Чтобы сосредоточиться на работе, нужно создать ментальную среду, которая этому способствует.
Это означает, что нужно продумать эмоциональный и когнитивный контекст, в котором происходит фокусировка. Самый важный элемент этой среды – ясность намерений. Когда мы приступаем к задаче, не зная точно, как выглядит успех, наш мозг заполняет пустоту сомнениями, прокрастинацией или отвлечением. Прежде чем приступить к работе, спросите себя, чего я хочу добиться за это время. Как выглядит успешный результат? Это активирует префронтальную кору головного мозга, отвечающую за целенаправленное поведение, и дает мозгу цель, на которую нужно ориентироваться. Помимо намерения, мы должны развивать в себе чувство психологической безопасности. Это означает, что нужно убрать внутреннего критика. Многие люди не могут сосредоточиться на работе не потому, что их отвлекают внешние факторы, а потому, что они боятся неудачи, осуждения или несовершенства. Эти мысли шепчут из тени. Что если это недостаточно хорошо? Что если ты снова потерпишь неудачу? Кто ты такой? Эти мысли не должны мешать работе. Они должны оставаться в терапии, размышлениях или ведении дневника, но не в часы сосредоточенной работы над чем-то. Чтобы прояснить мысли, скажите себе: сейчас не время для осуждения. Сейчас время действовать. Оценивать будешь потом. А сейчас создавай. Мы также повышаем ясность ума, закрывая незавершенные дела перед началом серьезной работы. Если вы садитесь писать, но помните, что не ответили на важное электронное письмо, то это письмо будет отвлекать вас. Одна из полезных привычек – закрывать незавершенные дела за 5 минут. Перед началом работы уделите несколько минут тому, чтобы разобраться с незавершенными делами или записать их в надежное место. Дело не в том, чтобы сделать все, а в том, чтобы зафиксировать это в надежном месте, чтобы ваш мозг знал, что сейчас об этом можно забыть. Ясность ума возрастает, когда мозг уверен, что вернется к этому позже. В данном случае доверие – это основа концентрации. Наконец, для глубокой работы нужна правильная эмоциональная обстановка. Начните свой рабочий день с эмоционального настроя, а не с планирования. Спросите себя: как я хочу себя чувствовать во время работы? Мне интересно? Я полон сил? Уверенно? Тогда придумайте небольшой ритуал, который поможет вам настроиться. Это может быть песня, вдох, визуализация. Закрепите свое состояние, а не только свой график. Когда эмоции и мысли совпадают, ясность приходит сама собой. Мозг входит в состояние потока не по принуждению, а по желанию. Он чувствует себя в безопасности, ясно мыслит и готов погрузиться в работу. Глава 12. Преодоление страха перед скукой и отдыхом в эпоху постоянной стимуляции, когда наш мозг постоянно перегружен бесконечным потоком цифровой информации. Понятие скуки стало почти чуждым. Оно стало синонимом безделья, потери продуктивности. Нас учили избегать скуки любой ценой, заполнять каждую паузу шумом, развлечениями или новыми задачами. Но правда в том, что скука – это не пустота, которую нужно бояться или избегать, а плодородная почва для творчества, размышлений и самопознания. В этой главе мы рассмотрим, как важно принимать скуку и отдых как неотъемлемые составляющие процесса детоксикации дофамина. Научившись справляться с дискомфортом, отвлекаясь от постоянного потока информации, мы открываем в себе способность мозга к самовосстановлению, ясности и концентрации. Скука – это не враг, а учитель. Именно в отсутствии внешних раздражителей мы находим источник нашего творчества, цели и связи с настоящим моментом. Когда мы погружаемся в пустоту и сталкиваемся со скукой, мы даем нашему разуму возможность очиститься от лишнего, нашему телу отдохнуть, а нашему духу настроиться. Именно в этом состоянии покоя реализуется наш наивысший потенциал, нейробиология скуки, путь к творчеству. На первый взгляд, скука может показаться признаком чего-то неправильного, отсутствия вовлеченности, сигналом того, что мы недостаточно делаем или не достигаем желаемого. Часто ее считают негативным чувством, возникающим, когда нас не развлекают и не стимулируют.
Однако недавние исследования в области нейробиологии показывают, что скука – это естественное состояние мозга, которое на самом деле необходимо для его здоровья и творческого потенциала в долгосрочной перспективе. Мозг устроен так, что ему нужны новизна и стимуляция, и когда их нет, мы чувствуем пустоту, желание заполнить пробел. Но эта пустота не просто вакуум, это момент потенциала. Когда мы позволяем себе скучать, мы создаем условия для того, чтобы наш разум блуждал, мечтал и исследовал идеи, которые мы бы никогда не рассмотрели. Это начало творческого озарения. Исследования показали, что когда мы отвлекаемся от активных задач и даем мозгу отдохнуть, он входит в особое состояние покоя, которое способствует творческому мышлению и решению проблем. Это называется сетью пассивного режима работы мозга, сетью областей мозга, которые активизируются, когда мы не сосредоточены на внешних задачах. Когда мы перестаем постоянно стимулировать свой мозг и погружаемся в скуку, мы активируем эту сеть, что позволяет мозгу обрабатывать информацию новыми способами и находить связи, которые раньше оставались незамеченными. Другими словами, скука – это не пустая трата времени. Это необходимый этап на пути к творчеству. Чем больше мы позволяем себе скучать, тем больше даем мозгу возможность генерировать новые идеи, решения, озарения, которые помогут нам в нашей работе. Таким образом, скука – это не просто временное неудобство. Это возможность использовать естественную способность мозга творить, изобретать и решать проблемы. Страх безделья для многих из нас – это зависимость от постоянной продуктивности, сама идея ничего не делания вызывает чувство дискомфорта или даже страха. Мы живем в культуре, которая превозносит занятость, где продуктивность – это главный показатель успеха. Мы привыкли верить, что если мы не заняты постоянно, то отстаем. Существует распространенный миф, что отдых – враг прогресса, и единственный способ добиться великих свершений – это неустанная работа и усердие. Это убеждение укоренилось в нашей повседневной жизни, начиная с того, как мы распределяем свое время и заканчивая тем, как мы оцениваем свою значимость. Но на самом деле одержимость постоянной продуктивностью не приносит пользы. Это даже контрпродуктивно. Мысли о том, что мы всегда должны что-то делать, проверять телефон, отвечать на электронные письма, выполнять поручения или работать над проектами, создают постоянный стресс и усталость, которые в конечном итоге приводят к выгоранию и снижению эффективности. С другой стороны, отдых – это мощный инструмент для восстановления сил мозга и тела. Только благодаря отдыху мы можем поддерживать свою энергию, концентрацию и креативность в долгосрочной перспективе. Отдых позволяет нам сделать шаг назад, отвлечься от постоянной необходимости работать и перестроиться. Однако страх безделья мешает многим людям полноценно отдыхать. Мы чувствуем вину за то, что делаем перерывы, отвлекаемся от работы или просто сидим и размышляем. Мы боимся, что если остановимся, то потеряем темп, отстанем или упустим возможности. Но этот страх основан на ложных убеждениях. На самом деле отдых – это не враг продуктивности. Это ее основа. Без отдыха мы не сможем работать в полную силу. Нашему мозгу нужно время, чтобы обработать информацию, закрепить воспоминания и создать новые связи. Именно в моменты тишины и бездействия наш разум получает возможность перезарядиться и восстановиться, что позволяет нам вернуться к работе с большей концентрацией, ясностью и креативностью. Главное – избавиться от зависимости от постоянной продуктивности и принять силу безделья как необходимую и восстанавливающую часть процесса глубокой работы. Отдых и восстановление – это основа продуктивной глубокой работы. Отдых – это не роскошь, это необходимость. В погоне за глубокой работой легко увлечься мыслью, что чем больше мы работаем, тем больше успеваем. Но такой подход в долгосрочной перспективе неэффективен. Глубокая работа требует сосредоточенности, энергии и творческого подхода,
а все это зависит от полноценного отдыха и восстановления. Глубокая работа – это не спринт, а марафон. Чтобы работать на максимуме своих возможностей, нужно давать организму и мозгу время на отдых и восстановление. Это касается не только физического, но и умственного и эмоционального восстановления. Умственная усталость так же реальна, как и физическая, и ее можно преодолеть только с помощью перерывов. Один из самых эффективных способов обеспечить себе полноценный отдых – это делать регулярные перерывы в работе. Это может быть простая прогулка каждый час, медитация или занятие любимым делом, которое приносит радость. Такие перерывы позволяют нам зарядиться энергией и вернуться к работе с новыми силами. Кроме регулярных перерывов, важно уделять особое внимание сну как ключевому компоненту отдыха и восстановления. Сон – это естественный процесс восстановления организма, который играет важную роль в работе мозга, консолидации памяти и регуляции эмоций. Без достаточного количества сна наша способность к когнитивной деятельности и принятию решений значительно снижается. Важно не только спать достаточное количество часов, но и создать условия для глубокого восстанавливающего сна. Это значит свести к минимуму отвлекающие факторы, сократить время, проводимое перед экраном, и установить режим сна. Еще один важный аспект восстановления – это умственное восстановление. Это означает, что нужно давать себе возможность отвлечься от работы и заниматься тем, что позволяет мозгу расслабиться и восстановиться. Это может быть чтение, прогулки на природе или просто спокойное сидение и размышление. Секрет в том, чтобы разрешить себе отдыхать без чувства вины или беспокойства, зная, что это неотъемлемая часть процесса углубленной работы. Точно так же, как нашему телу нужен сон для нормальной работы, нашему разуму нужен отдых, чтобы сохранять ясность, креативность и концентрацию. Отдых и восстановление – это не просто замедление темпа. Это возможность развиваться, размышлять и возвращаться к работе с новыми силами и намерениями. Если воспринимать отдых как неотъемлемую часть углубленной работы, то можно сохранять концентрацию, креативность и продуктивность на протяжении долгого времени. Глава 13. Сила осознанной концентрации. Как углубить работу в современном мире. В современном мире нас повсюду окружают отвлекающие факторы. Постоянные уведомления, социальные сети, электронная почта и огромное количество информации, с которой мы сталкиваемся ежедневно, создают постоянное состояние рассеянности. Мы так привыкли к многозадачности, что часто забываем, каково это полностью сосредоточиться на одной задаче в течение длительного времени, но именно в глубокой концентрации. В погружении в задачу без отвлекающих факторов раскрывается истинный потенциал человека. В этой главе мы рассмотрим, как осознанная концентрация, углубленная работа и возвращение внимания помогают достичь максимальной производительности. Углубленная работа – это не просто усердный труд. Это работа с осознанностью, ясностью и целью. Это способность противостоять отвлекающим факторам, расставлять приоритеты и полностью погружаться в задачу. Когда мы погружаемся в работу, мы не просто выполняем задачи. Мы вступаем в глубокий когнитивный процесс, который позволяет нам достичь вершин своих способностей. Именно способность концентрироваться отличает выдающихся людей от обычных, и именно она позволяет нам добиваться значительных успехов в личной и профессиональной жизни. Но проблема в том, что мы живем в мире, который постоянно отвлекает наше внимание. Социальные сети, постоянные уведомления, необходимость делать больше за меньшее время создают среду, в которой трудно сосредоточиться. Но хорошая новость в том, что умение концентрироваться – это навык, который можно развить. С помощью правильных стратегий и практик мы можем тренировать свой мозг, чтобы он мог дольше и глубже концентрироваться. Эта глава даст вам инструменты и знания, необходимые для того, чтобы вернуть себе внимание, настроиться на серьезную работу и достичь выдающихся результатов в мире, где все отвлекает.
Наука о внимании, как концентрация влияет на нашу реальность. В основе глубокой работы лежит внимание. Внимание – это то, через что проходит вся информация, весь опыт и все действия. Качество нашего внимания напрямую определяет качество нашей работы, наших отношений и нашей жизни. Но внимание – это ограниченный ресурс, который легко истощается в мире, полном отвлекающих факторов. Понимание науки о внимании необходимо для развития способности к глубокой концентрации. Исследования в области нейробиологии показали, что мозг обладает ограниченной способностью к концентрации. Когда нас постоянно отвлекают, будь то внешние факторы, такие как уведомления на телефоне или фоновый шум, или внутренние, например, беспокойные мысли или тревога, наше внимание становится рассеянным и менее эффективным. Чем больше мы распределяем свое внимание между несколькими задачами, тем меньше когнитивных ресурсов у нас остается для каждой отдельной задачи. Вот почему многозадачность, несмотря на ее привлекательность, контрпродуктивна. Исследования показали, что многозадачность снижает эффективность и ухудшает качество работы. Наш мозг просто не может сосредоточиться на двух сложных задачах одновременно. Вместо этого, когда мы пытаемся делать несколько дел одновременно, мы переключаемся между задачами, что увеличивает когнитивную нагрузку и снижает общее качество нашей работы. С другой стороны, когда мы полностью концентрируемся на одной задаче, мы задействуем способность мозга к глубокому сосредоточению, что позволяет нам работать на самом высоком уровне. Это состояние сосредоточенного внимания позволяет нам достичь максимальной производительности и войти в состояние потока, когда время будто исчезает и мы полностью погружаемся в текущую задачу. Но для достижения этого состояния требуются целенаправленные усилия. Нужно уметь не отвлекаться, сопротивляться желанию проверить телефон или переключаться между задачами и полностью сосредоточиться на настоящем моменте. Чем больше мы практикуем сосредоточенное внимание, тем сильнее становится наша способность концентрироваться и тем большего мы можем достичь за меньшее время. Практика углубленной работы, как развить непрерывную концентрацию. Углубленная работа – это не то, что происходит само собой. Это осознанная практика, требующая времени, намерения и дисциплины. Первый шаг к углубленной работе – создание подходящей обстановки, в которой будет минимум отвлекающих факторов и будет легче сосредоточиться. Это означает, что нужно выделить время и место для углубленной работы, где не будет отвлекающих факторов в виде электронных писем, телефонных звонков и социальных сетей. Чем больше вы сможете избавиться от внешних отвлекающих факторов, тем легче вам будет войти в состояние глубокой концентрации. Кроме того, важно бороться с внутренними отвлекающими факторами, мыслями и переживаниями, которые постоянно отвлекают вас от текущей задачи. Одна из самых эффективных стратегий для этого – осознанность. Практикуя медитацию осознанности, вы учитесь замечать свои мысли и чувства, что позволяет вам вовремя заметить, когда ваше внимание отвлекается, и мягко вернуть его к текущей задаче. Эта практика осознанности не только помогает расслабиться. Она помогает научиться точно и ясно направлять свое внимание. Еще один ключевой элемент углубленной работы – постановка четких и конкретных целей для каждого занятия. Когда вы точно знаете, чего хотите достичь, вам гораздо легче сосредоточиться и не отвлекаться на проверку телефона или другие задачи. Разбивая большие проекты на более мелкие, вы создаете четкую структуру и направление, которые помогают вам не сбиться с пути. Такой подход также помогает справиться с чувством перегруженности, которое часто возникает при работе над большим и сложным проектом. Когда вы концентрируетесь на одной небольшой задаче, вы создаете импульс и постепенно приближаетесь к своей цели. Глубокая работа – это не то, что можно освоить за один день. Это требует времени, терпения и постоянных усилий. Но чем больше вы практикуетесь, тем лучше у вас получается сосредотачиваться и тем выше качество вашей работы. Главное не сдаваться, даже если это сложно или неудобно. Практикуя углубленную работу, вы приближаетесь к раскрытию своего потенциала как в личной, так и в профессиональной жизни.
Как преодолеть отвлекающие факторы и сохранить концентрацию в шумном мире – одна из главных проблем при углубленной работе. Это постоянные отвлекающие факторы, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Будь то соблазн заглянуть в социальные сети, оповещение о новом письме или дедлайн, отвлекающие факторы постоянно присутствуют в нашей жизни. Но хотя полностью избавиться от них может показаться невозможным, есть стратегии, которые помогут минимизировать их влияние и сосредоточиться на работе. Первый шаг – определить источники отвлекающих факторов в вашем окружении и предпринять активные действия, чтобы их устранить или снизить их влияние. Например, можно отключить уведомления на телефоне, закрыть ненужные вкладки в браузере или использовать приложения, которые блокируют отвлекающие сайты во время работы. Также важно создать физическое пространство, способствующее эффективной работе. Это может быть специально оборудованное рабочее место, где нет беспорядка, шума и других отвлекающих факторов. Создав пространство, предназначенное исключительно для сосредоточенной работы, вы дадите мозгу сигнал, что сейчас время для концентрации, а не для отвлечений. Помимо управления внешними отвлекающими факторами, важно также справляться с внутренними. Это включает в себя борьбу с мысленной болтовней, которая часто возникает во время работы. Один из эффективных способов справиться с внутренними отвлекающими факторами – правило 2 минут. Когда вы замечаете отвлекающую мысль или желание, будь то желание проверить электронную почту, подумать о чем-то постороннем или даже просто чувство тревоги, установите таймер на 2 минуты. Позвольте себе заняться этой мыслью или отвлечься на это время. Когда таймер сработает, вернитесь к работе. Этот метод помогает уменьшить влияние отвлекающих факторов, а также дает вам возможность осознать и отпустить их на короткое время. Еще одна эффективная стратегия для поддержания концентрации – использовать технику помидора. Метод управления временем, который предполагает работу сфокусированно в течение 25 минут, а затем короткий перерыв. Этот метод помогает сохранять энергию и мотивацию, предотвращая выгорание. Работая короткими сфокусированными отрезками, вы можете поддерживать глубокую концентрацию в течение длительного времени, а во время перерывов ваш мозг будет отдыхать и восстанавливаться. Наконец, важно проявлять сострадание к себе. Глубокая работа – это непросто, и вполне естественно, что ваш разум отвлекается. Вместо того, чтобы ругать себя за потерю концентрации, просто замечайте, когда это происходит, и мягко возвращайте внимание к текущей задаче. Чем больше вы практикуетесь, тем легче вам будет сохранять концентрацию и противостоять отвлекающим факторам. Глава 14. Мастерство через постоянство. Достижение устойчивых изменений. В основе каждого великого достижения лежит одна простая истина. Мастерство – это не событие, а процесс. Это путешествие, требующее неустанной последовательности, терпения и преданности делу. В стремлении к глубокой работе и дофаминовому детоксу последний шаг к трансформации – это не внезапный скачок, а постепенное последовательное изменение. Это отличает тех, кто просто пытается стать лучше, от тех, кто достигает настоящих устойчивых изменений. Способность жить глубокой работой, жизнью, в которой легко достигается концентрация, творчество и ясность, зависит не от интенсивных усилий, а от дисциплинированной ежедневной практики. В этой заключительной главе мы рассмотрим силу постоянства в достижении устойчивых изменений. Мы раскроем практические стратегии, которые помогут вам превратить глубокую работу из случайного занятия в образ жизни, позволяющий добиваться выдающихся результатов и сохранять свое благополучие. Ключ к успеху в любой сфере, будь то творчество, профессиональная деятельность или личностный рост, заключается не в том, чтобы работать больше или умнее, а в том, чтобы работать последовательно изо дня в день. Это значит, что нужно принять процесс роста и понять, что настоящий прогресс достигается маленькими осознанными шагами, а не огромными скачками. И если вы сделаете последовательность своим главным принципом, то увидите, что результаты глубокой работы не только устойчивы, но и накапливаются со временем, превращаясь в нечто большее, чем сумма отдельных частей. Задача состоит в том, чтобы сделать эти изменения постоянными,
превратить полученные в результате дофаминового детокса знания, навыки и привычки в практику на всю жизнь, которая станет неотъемлемой частью вашей личности. В этой заключительной главе мы расскажем, как добиться долгосрочных изменений, преодолеть неизбежные препятствия и превратить глубокую работу в образ жизни, который будет не только продуктивным, но и приносящим удовлетворение. Совокупный эффект небольших последовательных действий в нашем быстро меняющемся мире, где мы постоянно ищем быстрые решения и мгновенные результаты, может быть легко упущен из виду. Мы привыкли ожидать быстрых преобразований, искать кратчайший путь к успеху. Но правда в том, что самые значительные и долгосрочные результаты достигаются не грандиозными жестами, а постоянным накоплением небольших целенаправленных действий. Это и есть совокупный эффект, идея о том, что маленькие усилия, повторяемые регулярно, приводят к значительным результатам. В контексте глубокой работы это означает, что нужно приходить каждый день, даже если не хочется, и принимать решение сосредоточиться на самом важном. Это значит, что нужно сосредоточиться на процессе, а не только на результате, и верить, что каждое маленькое действие приближает вас к вашей цели. Этот эффект работает и на психологическом уровне. Когда мы совершаем маленькие последовательные действия, мы набираем обороты. Это создает положительную обратную связь, когда каждый успех, каким бы маленьким он ни был, укрепляет нашу веру в то, что мы можем добиться большего. Это очень важно для развития привычки к глубокой работе. Чем больше вы практикуетесь, тем легче вам будет входить в состояние глубокой концентрации. Со временем это станет не такой уж сложной задачей, а войдет в привычку. Но это не произойдет за одну ночь. Для этого нужно быть целеустремленным и готовым преодолевать моменты сомнений и разочарований. Но если вы будете продолжать каждый день заниматься глубокой работой, вы начнете замечать, как этот эффект проявляется в вашей жизни. Результаты станут очевидными не только в плане производительности, но и в плане концентрации, креативности и общего самочувствия. Главное быть терпеливым и верить, что каждое маленькое усилие приближает вас к мастерству. Постоянство – это не про совершенство, а про упорство. Если вы будете использовать этот эффект маленьких действий, вы увидите, что самые значительные изменения происходят постепенно, когда каждый маленький шаг ведет к следующему. Со временем эти маленькие усилия превратятся во что-то по-настоящему выдающееся. Чтобы превратить глубокую работу в привычку, нужно создать ритуалы и распорядок, которые сделают глубокую работу естественной частью вашей повседневной жизни. Привычки и распорядок дня – это основа, которая помогает нам действовать последовательно. Если превратить глубокую работу в привычку, то она станет неотъемлемой частью вашего дня, независимо от внешних обстоятельств. Создав ритуал для глубокой работы, вы сможете выстроить предсказуемую структуру, которая поможет вам сосредоточиться и сконцентрироваться. Первый шаг к тому, чтобы превратить глубокую работу в привычку, это определить конкретное время и место для работы. Например, можно выделить первый час дня или несколько часов вечером, когда вас вряд ли кто-то побеспокоит. Если вы сделаете глубокую работу обязательной частью своего расписания, то создадите ощущение структуры, которая подскажет вашему мозгу, что пора сосредоточиться. Но помимо планирования, ключ к превращению глубокой работы в привычку – это создание ритуала вокруг нее. Ритуалы – это небольшие осознанные действия, которые служат сигналом к началу сосредоточенной работы. Например, можно выпить чашку чая перед работой, уделить несколько минут медитации или обдумать свои цели на день. Эти ритуалы служат ментальным триггером, который говорит вашему мозгу, что пора переходить в режим глубокой работы. Со временем эти ритуалы станут частью вашего распорядка дня, и вам будет легче погрузиться в состояние глубокой концентрации без сопротивления. Еще один ключевой элемент формирования привычки к глубокой работе – это постановка четких и достижимых целей. Чем конкретнее и измеримее ваши цели, тем легче сохранять мотивацию и концентрацию.
Это означает разбивать большие проекты на более мелкие выполнимые задачи и отмечать маленькие победы на этом пути. Отслеживая свой прогресс, вы испытываете чувство удовлетворения, которое укрепляет привычку и создает импульс для дальнейшей работы. Но, пожалуй, самый важный аспект превращения углубленной работы в привычку – это постоянство. Легко посвятить себя углубленной работе на день, неделю или даже месяц, но по-настоящему сложно сделать ее частью своей жизни. Для этого нужно каждый день приходить на работу, даже если это трудно или хочется заняться чем-то другим. Чем чаще вы занимаетесь углубленной работой, тем естественнее она становится. В конце концов, вы начинаете сосредотачиваться без усилий, и преимущество углубленной работы, повышенная креативность, продуктивность и чувство удовлетворения, становятся частью вашей повседневной жизни. Превратив углубленную работу в привычку, вы обеспечиваете себе устойчивую долгосрочную практику, которая помогает вам раскрыть свой потенциал. Преодоление трудностей, развитие стойкости, упорство на пути к мастерству – это не прямая линия. На этом пути много трудностей, препятствий, моментов сомнений. Будут дни, когда вам будет трудно сосредоточиться, когда отвлекающие факторы будут казаться непреодолимыми или когда вам захочется сдаться. Эти моменты неизбежны, но они не определяют ваш путь. Важно не то, какие трудности вы испытываете, а то, как вы на них реагируете. Стойкость – это ключ к сохранению постоянства перед лицом трудностей. Когда вы сталкиваетесь с препятствиями, важно рассматривать их как возможности для роста, а не как признаки неудачи. Стойкость – это принятие неизбежных взлетов и падений в жизни и сохранение приверженности своей цели, несмотря на них. Один из самых мощных инструментов для развития стойкости – это сострадание к себе. Вместо того, чтобы ругать себя, когда что-то идет не по плану, относитесь к себе с добротой и пониманием. Признайте, что неудачи – это нормальная часть процесса, и каждая неудача – это возможность чему-то научиться и стать лучше. Еще один способ преодолеть неудачи – это помнить о том, зачем вы занимаетесь углубленной работой. Когда вы четко понимаете свою цель, вам легче сохранять мотивацию и преодолевать неизбежные трудности. Будь то создание значимого проекта, углубление отношений или достижение профессионального успеха, напоминание себе о том, зачем вы занимаетесь углубленной работой, поможет вам сохранять сосредоточенность и мотивацию. Наконец, важно отмечать свой прогресс, каким бы незначительным он ни был. Каждый шаг вперед, каждая минута сосредоточенности и каждый прорыв – это победа, которую нужно отметить. Отмечая свой прогресс, вы создаете ощущение движения вперед и укрепляете привычку заниматься углубленной работой. Путь к долгосрочным изменениям не обходится без трудностей, но развивая стойкость, помня о своей цели и отмечая свой прогресс, вы сможете преодолеть любые неудачи и продолжить свой путь к мастерству.